Друзья, всем привет! Вы на канале BioStream, с вами Михаил. Такой выходной день я решил запилить стрим. Ну а почему бы и нет? А, кстати, сегодня у нас... Да, воскресный получается. А я думал, что-то сегодня на суббота. О, как. Вот. 14-й стрим прохождения у нас по Assassin's Creed Odyssey. Собственно. Двигаемся вперед. Нашли матушку. Теперь убиваем культистов. Дабы, типа, не знаю, как-то к сестре ближе, что ли, стать. В общем-то, немного продвигаемся по сюжету. Всем приятного просмотра. Хорошего вам дня. Отличного настроения. Продолжаем. У нас с вами, кстати, 7-й вот этот культист. Только надо разогреться бы мне. А то что-то сразу так. Так, тут освободите 3 узников, заберите сокровища, убейте культиста, убейте капитана. Так, подожди. Ага. Так лагерь-то небольшой. Откуда тут у нас? Ладно, я понял. Поехали. Ой, что-то зачем-то я обилку сразу еще прожал. Подтвердить убийство. Сейчас ты умрешь, малак! Вроде бы сложность у нас максимальная, а прям раз-раз и ваншоты поехали. Так, ну давайте подтвердим культиста, что мы убили. Это 7-й, и пойдем с вами в кузницу. Химера открыта. Хорошо, это потом разберемся. Так, ну и узников, да, пойдем сейчас освобождать. Что-то по билду я вроде так, не по билду, а по сету вроде как-то не подбирай, чтобы критовало, а знаете, так, вещь хорошая вроде. Я одеваю, вещь хорошая, я одеваю. А смотрите, как критует обилка. Достойно. Сейчас мы тебя еще освободим. Тебя послали сами Мойры. Спасибо тебе. Подключайтесь, друзья. Всем привет. Такс. А, это бронзовая птица. Нет, нам бронзовую птицу с вами, кстати, не надо. Давай посмотрим, что мы там взяли. Урон убийцы, это нам не нужно. Это что у нас? Урон охотника, это тоже нам не нужно. А, это ладно, пускай останется. Какие-то перчатки схватили, а урон убийца. Меховые, урон убийца 8, тут у меня 11. А, ну вот. Мощности стихии 15 крита. Потом с этими разберемся. Какие-то сапоги еще, да, мы подхватили. Воина, урон от огня. У меня убийца, урон от посохов. Вообще не то не нужно. Если я возьму, допустим, римские ботинки Эцио, то убийца. Доспех упадет. Но тут шанс крита при полном здоровье. А тут воина немножко вырастет. Ладно, сапоги тоже пока не будем. Едем дальше. Лук. Так, и у нас вот 7-я это кусочек.
Где же это задание-то? А, вот, улучшите копье. 7 из 7 мы собрали, да? Да, есть. Так, быстрое перемещение почему-то нельзя воспользоваться. Видимо, надо выйти отсюда. Туру-ту-ту. Как слышно, видно, дайте знать. Друзья, всем привет. Идем таки копье улучшать. Да, тем не менее, 26 уровень уже накрабили. Может быть, догоню кого-то там, когда буду 50-м. Подштанники зеленые, лук зеленый. Как кузнечик прям. Ну давай, посмотрим, что у нас получится. Кузня активна. Хроносинхронизируем трансляцию. Контакт установлен. И улучшено копье, так. Опыта дали. Соберите части, еще 9. То есть сначала было 7, потом еще 9. Прикольно. Что по способностям? Уровень копья 4. Так. Требуется копье Леонида 5-го, 5-го. Тут какие-то обилки говорили, да, ребята, что вверх-вниз что-то там еще листать можно. Нажмите Е, чтобы оглушить. Но я ничего такого не нахожу. А, культисты. Давай дальше смотреть. Кого-то мы можем с вами открыть. Исследуйте подсказки, чтобы выяснить личность культиста. О культисте в серебряных шахтах Атики. Крепость Атики. Смотрите, шахта Атики. Показать. Народу власть ни к чему! Миром правят Мидас. все! Какой-то Мидас. Шахта. То есть 2 культиста вот этих в шахтах Атики. А этот у нас в крепости Атики. Тут неизвестно, да? Тут уже 50 уровня. Ничего ты, какой красавец. Награда 26. Вот, еще кого-то разоблачение. Без меня культ ничто. Ну это Деймос. Это сеструха. Даже богам. Склонись. Понял. Так, а ты где у нас? Продолжите культиста, чтобы быть олимпийским чемпионом. Ну, видите, как какие-то места... В каких-то местах, точнее, показано, а в каких-то нет. Ну, видимо... Тут вообще Факида. В волчьем логове Факиде. С этим надо драться на арене, но тут у меня уровень немного не подходит, а сложность у нас максимальная, поэтому я боюсь, что я не затащу. Ну ладно. Тут, по крайней мере, известно, что 2 в шахте Атики. Шахты владеет в Атике.
А это в серебряных шахтах. А. Рабами и владеет шахтой. А этот сам в серебряных шахтах. Возможно, это в одном месте. И крепость. Так, ладно. Давай тогда далее пока. Глаз космоса. Отыщите всех членов глаза космоса, убейте. 2 из 6. Именно глаз. Да, должен быть. Вот он, по-моему, глаз. Глаз космоса. Это герои культа. Тут даже типа пометка есть, кто глаз, а кто нет, да, там. Либо герой. Хорошо, хорошо. Это мы тогда будем держать на заметке. Так, улучшите. Давайте дальше, что ли? А что это такое? Доп. Задание? В пещерах преступники и культисты собирались, чтобы обсудить дела и спрятать различные ценные вещи. Рискнувший ступить под каменные своды мог получить солидную награду, выполнить все задания в пещерах. Призыв о помощи. Так, мятежников Алексис прибыл на Миконос. Прежде чем вступить в бой с угнетителем, нужно было найти предводительницу повстанцев по имени Кира. Вот тоже. Там, где царят желающих нарушить, для сохранения мира следует наказать тех, кто угрожает основам цивилизованного сообщества. В лагерях разбойников. Мирин сказал Алекс, что настоящего отец... А, это отца поискать. Я думаю, вот это вот надо бы взять. Какой-то мятеж, предводительница. Так. Поехали. Я не против. Так, оккультист где-то показан? Да, я в курсе еще, что на Аркадии вот здесь птица где-то. А, вот он, культист. Мидас. Ну что, пойдем культисту Мидасу дадим в глаз. По крайней мере, попробуем. Ты какой сохранный, а? Задели? А может, они мне помогут? Я, по-моему, здесь уже дрался как-то. Опять отцы с метелками, но... Да. А сюда ты залез. Ну ты прям вообще молодец у меня. А можно ты просто залезешь наверх? Да что такое-то-то? Что за бред-то? Мог же ведь залезть.
Ну, братан, ну не хулигань. Что такое? Ну и мерзость. Кто это сделал? Poi sonne. Via qui. Ага. Да, месть очень сладка. Все, уходим. Просто уходим. Тебе, говорит, конец. Да. Ага. Дом предводителя еще какой-то нашел. Все, ладно. Надо утихомириться. Это Арголида. Да, а у нас еще Аттика. Вот она. Вот здесь вот какие-то шахты. И так далее. Так, пойдем до острова Миконос. Повыполняем там квест. Целиться в слабые места противников наносит что-то 200% урона. Итак, что мы имеем? А сколько нам снять понадобится на карте? 1000. Да нет, прям одно транжирство платить. О, длительность отравления плюс убийца 11%. Вообще топ сандаль. То, что я и хотел. Взгляни на них. Две стороны одной А, стали. Варнава. Священный Делос, где рождены Артемида и Аполлон, и Миконос, где делают все, что запрещено на Делосе. Прочти мне записку. Хозяин Орла. Это ты. Подарк. Жестокий глава Делоса отбирает у нас деньги и продовольствие, чтобы питать свою Неутолимую? Да, неутолимую жажду власти. Хазинар, это ты. Подарок один из них, Варнава. Из тех, кто преследует мою семью. Дальше. Мы скромные, но свирепые повстанцы и щедро заплатим за помощь в свержении тирана. Я молюсь, чтобы ветра привели тебя к нашим берегам. Наши люди гибнут. Подпись Кира. Хорошо, что мы прибыли, люди в опасности. Мы здесь по делу за работу. Нужно разыскать подарка. Мы прибыли как раз вовремя. Видишь? Посейдон не пытался Видишь? тебя потопить. Он хотел помочь добраться, но перестарался. В записке сказано, где Кира. В ней говорится о двух местах. О лагере на северо-западном берегу и убежище, скрытом под городом. Так, убежище скрытым под городом. Похоже, подарок жесток. Еще хуже. Одна семья припозднилась с подношениями богам. Люди подарка вытащили детей прямо из постелей. Когда родители проснулись, чтобы покормить животных, они увидели, что животные уже ели тела их сыновей. Нужно отправить его к Аиду и поскорее. Даже Аид вздрогнет, встретившись с ним. А здесь... мило. Ха! Поверь, у этого острова гигантская история. А, у
нас нет времени, Варнава. Я имею в виду, что в истории Миконоса замешаны гиганты. Некогда Аполлон был дружен с гиперборейцами Севера. Но однажды они отправили 2 дев и 5 мужей с дарами сыну Зевса в Делос. Больше их не видели. А Миконос? Остров был создан из тел гигантов, убитых когда-то легендарным Гераклом. Это что такое за остров? Я задумался. Так что было в записке? Мистий, хозяин А Орла. покороче. Подарок, жестокий лидер, жажда власти, щедро заплатит, восстание, люди гибнут. Короче, некуда, да? А встретиться с Кирой. Если что, корабль будет готов на случай внезапного отплытия. Мы не на Кефалинии, и виноват был ты. Хайре, Алексиос! Хайре, Варнава. Так, что за цель-то? Оба убежища можно найти на острове Миконос. Первое убежище расположено в пещере под городом, второе расположено на северо-востоке холмов Артемида. Холмы Артемида. Может быть, Орла? Орелик показывает что-то там. Вот там. Под городом, да, в убежище? Цветочки. Красота. Можно попробовать сначала орла открыть. Чего-то. Уроки делай, биос настроить. Че, уже все? Сейчас у бабушки спросим. Убежище мятежников. Ага, вот оно, да? То есть еще можно через низ пройти, видимо. Да. Погоди, погоди, а где синхронизация-то? А, вон она. Все, думал, потерял. Ай, ты как красиво. Ай, ты красота. Ну, вообще, ну. Ну дай скриншотчик ты сделать, но не тупее. Компьютер. Не хочет. Да я понял, что нифига не получится. Сразу никогда так ничего не получается. Котёня, он сделал уроки, да? Прям быстро. Сейчас, ребятки, одну секунду подойду. Помогу, пойду.
Я ему сказал, ты все сделал? Да, я все сделал. А он сразу не знал, Миша. Все. Вроде бы заработал, там бог его знает. Давайте, друзья, да, продолжаем. Убежище, да, ищем? Можно здесь сделать где-нибудь сохранение, контрольную точечку нам. По возможности. Написано 100 метров. Так. Так, подожди, у меня показано было здесь. Ладно. Вот те самые пещеры, да? И коня поставили. Ну, прям вообще молодцы. Так, найдите острокон. Хорошее место, чтобы укрыться. Хорошее. Я ищу женщину по имени Кира. Вы звали на помощь, и я пришел. Чпонь. О. Мятежники. Ты лазутчик, Афинине? Или, может, ты сам Арес, выбравший странный наряд? Вы не подстанцы, вы пьянчуги. Я что, похож на лазутчика?
Подарок и его люди безжалостно нас преследовали. Его лазутчики везде. Он не оставит в живых никого из нас. Из всех мятежников остались лишь мы. Это первая ночь, когда мы не боремся за жизнь. И она может стать последней. Но вдруг появляешься ты. Потому я здесь. Это твой знак, да? Алексиус, грозный хозяин Орла. Прошу прощения, сейчас опасные времена для тех, кто ведет войну против Афин и Делосского союза. Я Кира. Ты писала о подарке. Я его разыщу. Его дом на побережье, к северу от Миконоса. Но его охраняют. Мы так и не смогли подобраться ближе, не потеряв своих бойцов. И я послала за тобой. Сейчас мы поможем тебе. Что-то у меня какая-то шляпа попала. Я могу одолеть одного человека, а не выиграть войну. Потому я и попросила о помощи не только могучего Алексиуса, но и Спарту. Подарок узнал о втором лагере и отправил туда афинских солдат. Малака! Твои мятежники слишком пьяны. Я займусь солдатами. Даже не думай, что я упущу шанс убить пару-тройку афинян. Бах, упал. Помощник. Ой, помощнички. Следуй за Кирой. Давай. Ты мне не нравишься. Так, что-то я сейчас, ребят. Вот так. Спарта ответила на твой призыв? Полимарх Фалет и отряд спартанских воинов приплыли на Миконос незадолго до тебя. Это в их лагерь мы идем, да? Фалету нужна давай. помощь, хоть он и не готов это признать. Он же спартанец! Фига себе. Опа. Нормально, яблоко стырили. Нам куда? Стой, не торопись. А тут разборы прям. Хорошо, мы размялись. Поговорю со спартанцем. Сейчас я соберу.
А, Ты отважно дралась. а он ей. Ты спартанец? Я был спартанцем, но очень давно. Спартанец всегда спартанец. Как тебя зовут? Это Алексиос. О нем я говорила. А я Фалет. Был полимархом спартанских войск. Был? Наш корабль затонул. Полководцы мертвы. В живых остались немногие. Мы все теряем друзей. Но скорбеть будем потом. Она права. Не стоит оставаться здесь, по колено в афинской крови. В убежище безопасно. Поговорим там. Пойдешь к убежищу сейчас или встретимся позже? Давай, я с тобой пойду. Не будем терять время. Отправимся в убежище. Рано или поздно подарок найдет нас. Мы у него под носом. Он так задирает нос, что не заметил бы статую Артемиды Агратеры, даже стоя у нее на голове. Мы знаем, где он живет. Выбьем дверь и проткнем копьем его рожу. Это ужасный план. В сражении на суше спартанская фаланга непобедима. Но никогда вас 12. Ты решаешь сердцем, мне это нравится. Но эти люди теперь под твоим началом. Нужно решать головой. А ты только и умеешь, что прятаться в пещерах. Мы здесь не ради этого. Мы солдаты. Конечно. Но сейчас нас слишком мало. Нужно все обдумать. Алексиос, как думаешь, что нам делать? А, Кира права, нужно разработать стратегию. Напав сейчас, мы все погибнем. Глупо было плыть сюда. Сейчас мои люди на берегу. Я буду с ними. Фалет, не надо. Если и вправду решишь победить, найдешь меня там. Спартанцы. Ничего. Подерется и успокоится. Но я рада, что ты на моей стороне. Приходи ко мне в храм Артемиды. Обсудим, как нам одолеть подарка. Пойду-ка я схожу в храм Артемиды. Это восстание будет долгим. Так, а где тут Астракон-то искать? А, вон какой-то сундук. Вообще я не понимаю, зачем тут Астраконы, честно, народ. Ну, типа подсказки бегать, открывать эти... Как она, орехалковая руда вроде бы. Попробую забрать. Может, будет время, да побегаем. По астраконам этим. Стой. Какая-то пещера тут. Так, погоди. Где вылазить-то? Все, я понял.
Еще какое-то задание. Блин, одни задания. Туру-ту-ту. Если меня тут заметят, будет плохо. А кто нас тут заметит? Да где это сундук? Сундук. Все, нас не заметили. Мать, ты сегодня кого-то ждешь? Не, ну я серьезно. Не знаю, там. Меня, к примеру. Чего, куда идти? Кого позвать? Да мне в храм надо. Я иду за тобой, подарок. А, это подарок. Подожди, а как же мне с Кирой-то тогда встретиться? Чё это он? Сейчас, друзья. В храм, говорит, Артемиде, приди, говорит, обговорим с тобой. А я уже подарка этого нашел. Поговорите с Кирой около храма. Вот она. Не знаю, как лучше было поступить. Без ее участия идти валить, либо все-таки давайте поговорим. Алексиус, как я рада. Хорошо, что не встречаешь. Че все молчат-то? Знаю. Я здесь. Тебе слишком жестоко. Ну, ты не первая и не последняя. На Делосе добрый народ. Все хотят мира, кроме него. Подарок. Он причинил мне столько боли. Я бы давно его убил. За мной тоже охотится. И ему подобные желают моей смерти. Он убил моих родных. Потому он тоже культ космоса. Я жила на улице. Культист, Меня точнее. растили охотники, солдаты, наемники, вроде тебя. Они заменили мне семью. Однажды в его черном сердце окажется по стреле за каждую разрушенную им семью. Значит, пора превратить хищника в добычу. Как нам пройти мимо стражей? Солдатам нужны две вещи. Меч в руке и еда в желудке. Без этого им не выстоять. Говорят, подарок прячет запасы еды и оружия в руинах на острове Делос. Отправлюсь на Делос, найду эти запасы и уничтожу. Пойдем на Делос. Подготовимся. Чё, уничтожьте?
задание. Так, еще какие-то сапоги нам дали. Так, это копье не то. Тридцать первый. О, уже 3 глаза культа уничтожили. Где это задание? Какое? Где Делос-то? Карта. Вот он, Делос. Отправлюсь, говорит, на Делос. Да. А вот Кира ее проблема. Ну, пойдем на Делос. Пошныряем. Не, ну... Типа, смотри, задания высвечиваются, только я что-то... Это не то. Это тоже не то. Вот все задания, да? Это про копье. Это доп. Понизить стабильность Делос, чтобы ослабить охрану порядка. А, вот она, появилась все-таки, да? Уничтожьте афинские припасы. Понизить стабильность региона. Что видел Миконос. Так, это про нашего отца, это не то. Стабильность региона, это какое? Миконос. Греция. Тоже Греция. Тут 2 Греции. В общем-то, я понял. Плывем сюда с вами. А потом идем у этого бахать. Я не то немножко сделал. На самом деле, надо было вызвать корабль, а не подождать. О! Какие у меня барышни служат тут, а? Во флоте. Недавно, да, разговаривали? Катюнь, тут прям твоя подруга. Я ей даже до плеча не достаю. Вперед, говорит, тараним. Ну, типа, барышня такая, ростом. Высокая. Так, а это... Вот сюда вот надо отметку поставить. Капитан покинул мостик. Всем вольно, ждите приказа. Так, стойте. Я просто диву даюсь. Как них... Как их ранить-то? Да ё-моё. Чтоб понимали, я их вообще, по-моему, не простреливаю. Не-не-не, по-моему, пробел.
Так, где еще? Да сплывай ты. Сплывай, сплывай, сплывай. А, вон он. И вон он. Фига себе ты меня куснула. Блин, вообще здорово. Да. Здоровье что-то не восполнилось, поплыл. Вперед! Команда! Да стой. Покидает вахту! То есть ее коцает, но... Да, это вообще... Хорошо. Ты глянь, какая уворотливая. Ну, стой, ну, да, во. Все, друзья. Так. Сокровище здесь, и потом вон туда. Просто я думаю, что мы можем собрать какое-то улучшение для корабля. Так, а где эта штука? Или я что-то недопонял, или нельзя ее собрать, просто показано, что город. Вот заплыл-то. А, это просто руины народов города. То есть по факту там и нет ничего. Ну ладно. Так, что это? Подожди, подожди. Убийца. А у меня стоят к стихиям пирата уроноспособность убийцы. Кстати, наверное, прикольно чисто для убийцы. 50 урона способностей. Хотя, с другой стороны, а что там
Сколько там, 1 или 2 способности, да, мы используем? Убийца. Булава. Так, и по способностям. Тут у нас 5 уровня, тут 5, тут прокачан, тут 5. Можно яда улучшить. Наверное, я это и сделаю. Выбери способность. Мишанька, здравствуйте. Добро пожаловать. Я думал, завтра стрим. Да я тоже думал, о чем мы сидим на карантине, короче, Миш. У нас у кого ковид, у кого температура, короче. Вот так вот. Мне сказали, у меня грипп. А симптомы у всех одинаковые. Да, мать? А мать с ковидом сидит. Коронованная, говорит мать. Теща тоже болеет, непонятно. Сын сегодня сдал теста. Ждем. Короче, нельзя нам никуда, вот так вот. А, мне можно, да? Вчера взяли суши, пиццы. Открыли выходные у себя в семье. Да? Налопались, натрескались, мороженку взяли, поели. Тихо только. Кажется, все нормально. Удивлен, говорит Мишанька. Мишань, я, кстати, это, да, по поводу купона. Я получил купон, взял, знаешь, чего? На прохождение, ну, на будущее. Red Dead Redemption взял в Epic Games с купоном. Там, короче, скидка 1200 плюс купон 650. В итоге я там за 600 рублей вторую Red Dead Redemption приобрел. Вот, как-то так. Вальгалла, я думаю, что после Одиссеи я какую-нибудь паузу сделаю, что ли, с ассасинами. Вальгаллу уже со следующих скидок приобрету. Ты чё, как, приобрел Шерлока Холмса? Та-ра-та-та. Ты кто? Птица. Не-не, это птичка была. Меня удивляет то, что тут волки лают. Ну, серьезно. Катюнь, может, ты в курсе? Волки же не лают, по идее. Они воют, скалятся. Но не лают, как собаки. Гав-гав-гав. Ну, а тут прям гав-гав-гав. Не, лисы не делают. Ты чё, лисы вообще там... Там вон на ютубе кто-то лису держит, по-моему. Там нет такого. Лучше не лезть в бой и действуй. Руины Кинфоса. Здесь подарок прячет свои запасы. Какой детеныш, я тебе говорю... На ютубе лиса у человека живет, она как скулит, она не лает. Ну, а я говорю про волков. С чего вдруг волки-то лают? Так, ладно. Каких детей? Да нет, тут вон волки. Идешь, на тебя гавкают, думаешь, собака, а это волк. Ну, это да, понятно. Просто у них больше завывания и оскала. А ты чего это? Как ты выжил-то? Как он выжил? С ума сошел.
Теперь они беспомощны. Теперь они беспомощны. Один сожгли, только склад. Так, ладно, тут у нас какое-то жилое. Все, я опять он забился. Да что ж такое-то? Тихо, тихо, тихо. Еще мороженку хочешь? Это хорошо. Так, у нас еще деревяшки. Подарок останется ни с чем. Так, убейте капитана. Но у меня обилка, в принципе, готова. Не терпится рассказать маме. Обилка, говорю, готова. Нажал пробел, не ушел. Все в щит выложил. Великий скульптор Фидий из золота и слоновой кости. Все, Миха пропал. Здорово, чё, как дела? Руины Кинпаса. Здесь подарок прячет свои запасы. Да ну, у вас с этим капитаном нечестно. Провязал вторую обилку, думаю, сейчас первый талант будет. Сразу надобив. Так, лады. Никого. Вон он стоит. Все кончено. Вот почему не добил. Подарок останется ни с чем. Не-не-не, братан. Как я промахнулся, блин. А! Все, ладно, мы одолели. Не, надо просто немножко разогреться. Теперь они беспомощны. А еще за мной там идет этот охотник. Не знаю, как он меня увидел. Ну, как-то он меня увидел. Припасы. Уничтожи их, не поднимай шума. Тоже знал, что это так весело. Готово. Поговорите с спартанским предводителем. Что-то там нам дали. Скажу обо всем Кире. Типа и все, что ли? Мне бы точку синхронизации бы открыть по-хорошему.
Рано или поздно мы вернемся там на этот остров. Чудо-остров, чудо-остров. Жить на нем легко и просто. Ту-ту. Ну-ка. Сейчас я, друзья, я извиняюсь. Скриншотик. Пускай будет. Нам на заставочку. Орлата. Так, ну, смотрим, куда теперь. Можем, в принципе, в гавань, быстрое перемещение, потом сюда забежать. Медвежья услуга, очень много квестов. Тут, по сути, можно вообще поковыряться, разбираться. Статуя Аполлона. А не это ли статую надо этому? Как же он сказал? Я, говорит, сын Ареса, по-моему, этот слепой-то, ну, который нам, типа, чудеса света статуй там описываем ему. Как все выглядит. Синхронизируйте. Там какие-то бои. Афины с пиратами. Ага. Статуя Аполлона. Икар, улучшены навыки восприятия. Супер. Все, теперь мы можем пойти сдать. Мих, прикалываешься, что ли, Мих? Миха зашел, сказал, я такой, Мишань, ну так и так, и так, и так. Мишань такой, ну чё, как дела? Болеем, Мишань, болеем. Ковид у нас. Грипп, ковид. Все дела. Ты как-то странно, ты сначала заходишь такой, ну, типа, поздоровался, я такой, здорово, такой для темы поддержания разговора, там, что-то говорю. Полчаса проходит, ну чё, как дела? Типа, ты все, ничего не слышал, что я до этого говорил, да? Это супер. Не я про игру. Алексиос, ты жив и здоров. А, ты про игру? Про игру играю. Дело сделано. Улучшил копье. Подарка придется биться кулаками и на голодный желудок. Прекрасно. Где мы закончили? Я сейчас стримлю тут только часочек. Займешься, когда мы расквитаемся с подарком. Сейчас опять надо копье улучшать. Там 9, по-моему, кусков собирать. Я сражалась всю жизнь, каждый день, сколько себя помню. Мысли о мщении поглотили меня. А чем займешься ты, когда все кончится? Последую. Буду проводить время с тобой. Давай выберем. Нас многое роднит. Когда все закончится, мы могли бы найти тихое место. И что же именно нас роднит? Мы любим сражаться. Ты искусный мечник. Хорошо владеет оружием тот, кто любит сражаться. Меня вынудил подарка его люди. Мне это не по душе. Я мечтаю о мире, Мисти. Нужно готовиться. Узнав, что случилось на Делосе, подарок захочет мести. И первыми пострадают жители острова. Хайре, Так, мы идем мстить или что? Кира, ее проблема. Михась, говорю, как это у Шерлока Холмса-то приобрел?
Играешь? Так, вот, копье теперь у нас не 1 из 6, а 1 из 9 собрать. Мать. А мать. Ну ты хоть отверни свою эту жужжалку-то. Да. А, ну супер. Нет, пока не начал. Понятно. Ну, мои поздравления. Это хорошо. Ну вот что они в самом деле, смотри, встали и все, эти охотнички. А нам-то надо с вами идти сейчас драться, а если мы сейчас пойдем драться, мы еще больше набьем. Может, он уйдет? Я, знаешь, что это тоже был приятно удивлен. Ну, как приятно, на самом деле, с точностью наоборот. Был удивлен тем, что Red Dead Redemption, когда приобрел, все, там есть русский язык, все дела, а озвучки нету. Ё-моё, за такие, ну, типа, неплохие деньги. Игра-то культовая, по-моему, какого там, 2017-18 года, и не могли озвучку сделать. Я вот порой поражаюсь таких компаний. Rockstar, они же Gran Turismo там эти и так далее, там San Andreas. И озвучку не могут сделать. Типа, читайте комменты. Главное, на территории типа Российской Федерации продается игра, а озвучки нету. Хмыри. Так, квест. Не, ну может там завезли? Но все то, что... Все, что я увидел, это надо будет самому субтитры читать, переводить. Мы сейчас в Пилфорсе натренируемся читать за тролли диалоги, а там вообще на изи будем переводить. Эй, тихо. Чуть не спалил контору. Вообще надо посмотреть, кто здесь. Ага. Решил Horizon 2 взять, но потом передумал. Так она только недавно вышла, а чё бы нет-то? Можно подождать, там оптимизации пока что завезут и все вот это вот. Дела, потом уже можно и покупать. Первая часть не вдохновила меня. Не вдохновила первую часть? Ай-да куча. Убить его!
Сейчас, Михась. Ты как заноза в боку! Скоро я стану клинком в твоем горле. Убив меня, ты не победишь, хозяин Орла! Тебе не спрятаться от нас! Мы тебя найдем! Это вы прячетесь, крысы. Я отправлю вас туда, где вас никто не найдет. Вои! Про Horizon. Я знаешь, что не играл? Потому что мне не очень понравилось. Там типа геймплей, как бы, по мне. Ну, я мог ее как бы приобрести, пройти. Геймплей там приятный, все как бы. Графика тоже приятная, интересно сделана, вроде как оптимизирована. Мне сюжет не понравился. Она типа мстит там за своего мужа, что ли. Это про первый Horizon. Все. Здесь повсюду охрана. Нужно быть начеку. Ну, типа, я не понимаю этого прикола. Чисто побегать, пострелять, но... Как бы она игрушка стоящая, да, в этом плане. В оптимизации, во всем этом представлении, в геймплее. Ну, сюжет как-то не то. Я такое думаю про себя... Ну, когда совсем нечего будет играть. Через какое-то иное время я, может быть, приобрету, пройду. А так... Чтобы бежать там... скрипя зубами, а дайте, дайте. Все-таки хотелось, типа, знаешь, немножко... с сюжетиком. На неделю на карантине? Не, я уже все, я уже... Я здоров, короче. А жена, да. Я искрам я даже не вспотел. Я помню, как я сидел на карантине, это было жестоко. Один месяц отдыха. Вообще, они просто даже дистанцию не дают. Да какая елка-то, блин! Как же вообще это напрягает? Вот когда тебе надо залезть куда-то, он не залазит. Когда ему туда, в принципе, априори он не надо залазить, он лезет на всякие елки, занавески.
Еще так стоит, думает. Но типа вот этот микромомент, я сейчас мог убежать. Если бы он на эту гребаную елку не залазил. Я так... чего? Я помню, как я сидел, это было жесть. 1 месяц. Нет, 2 недели. Ну типа... Повсюду охрана. Нужно быть начеку. Мне врач сказал, что если ты привитый, то тебе 7 дней. А я уже больше сижу. Шерлок дела о СНГ движении персов порно сделали. Я даже не видел. Нет, я видел, она там схожа с какими-то играми шикарными. И в цене она неплохая. Сейчас 2 минутки, друзья. Не-не-не-не-не. Вкуснятина, у меня уже зубы болят. Что-то как-то жарковато. Михась, это Вальгал уже тоже, да, прошел? Так, подожди. Давай поаккуратней. Как-то я понимаю, что тут целей много. Нет. А еще нет. Попробую сначала капитана убить. Что я сделал? Как меня заметили? Причем еще сразу охотник идет. А, он мимо прошел. Там что-то есть. Показалось. Ну, по-любому. По двое, по трое ходит. Кто-то не пожалел средств. Так, и уносим его. Теперь он того, он капитана надо. Ты смотри, их сразу сколько.
О, Евген, я на минутку. О, привет. Привет, привет, Евген. Спасибо, что забегал. Забежал, точнее. Благодарю. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. А там, оказывается, с другой стороны их тьма. Удачно. Спасибо, спасибо большое, спасибо. Хорошего вам дня, друзья. Блин, и тут их, короче, еще. Сейчас начну этих прессовать. Там охотник еще подойдет. Можешь попробовать с той стороны? Ну тут они... А, нет, тут капитан. Ну что ты стал-то? Ну... Братан, ты трындец меня подставляешь. Да ковры! А чё так все тормозит-то? Типа одного убил и нормально. Ага. Я делал все ради славы Делоса. Ты действовал один. Ты умрешь один. Привет, Вячеслав, привет. Добро пожаловать. Играть на буст экспы, либо выполняйте побочки. Да я выполняю то, что могу выполнять. На буст какие нафиг бусты? Не, без бустов нормально. Так, скорость усиления атаки, дальний бой. Афинский герой, все стрелы пробивают щиты. 30 урона охотника. Ого, ого. Неплохие. Не, реально неплохие. Скорости усиления. Так, а что мы тут еще можем взять? 500 дали, урон убийца. Плюс афинским солдатам. Это 28-й.
Так, посмотрим, что у нас. Доберись до всех культистов. Ну мы открыли. Мудрец ожидает на Агоре. Мудрец зовется Тенью, лазутчик. Причем я вот этого главного убил, одного. Ну, то есть не главного, а... Одного убил, один главный остался. И перестало такое подтормаживание. Вот почему-то, когда двое было, у меня прям как будто, я не знаю... Заканчивает стрела. Опять со стрелами беда, да? Да я вижу, все нормально, 3 бомжа убивают. Ну так сложность такая, а как ты хотел? Всех на изи, что ли, шлепать? Так, а у нас еще припасы, капитан и сокровища. Сейчас разогреемся, будем на изи. А пока не уходит. Первый есть. Да, там капитан и охотник. Надо бы зачищать. Пошли в травку. Вот сюда. Все, сиди. О, вот это нормально. Раз. И нету. Смертоносный кинжал пойдет. Так. Припасы. Раз, два, три. Капитан. Это не капитан, это охотник. О! Проверьте меню снаряжения. Снаряжение, чем надето на вас. Чего в нормальных РПГ обычно нормальный баланс? Ну ты же себе баланс-то, типа, делаешь в пользу противника, а не себя. Правильно, когда сложности убираешь. Наверное, так. Это то же самое, что и Skyrim возьми. Ты, наверное, сложность поставишь. Тебя будут там с одного удара ваншотать, к примеру, а не с двух. Во, говорит, привет, дядька. Вот, здорово, крошка, здорово. Ну, хоть сегодня у тебя не мерещится всякая шелуха. Так, это при 3-4 стоит сколько? Опасно, опасно, тихо. Ты куда ж идешь-то? Аккуратненько.
Да как же ты? Заребронированный ты, ля. Не надо. Сейчас, ребят, привет. Да, всем привет. Понял свою ошибку. Ну, я надеюсь. В Скайриме только легендарная сложность в этом плане плоха, так как выключена в космос. Ну, Вячеслав, я не знаю. Я вижу так картину. Возможно, баланс, да он везде баланс, мне кажется, кривой. Куда ни плюнь. В мобе баланс, там баланс, тут баланс. Сложность ты ставишь, чтобы подгорать. Да, там, ну, посложнее, чтобы... Хотя тут вот с этим перком, со вторым, он заряжается там... ну, возможно, я билд там неправильно под него подбираю. А так, по идее, он ваншотает. Тихо, 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 тихо. У нас еще одни припасы остались. А где они могут быть? Где я их пропустил? Нет, это дом предводителя, подожди. Не пойму я что-то. Сожгите припасы. Вот они. Да куда ты? Не-не-не, брат, тебя я трогать не буду. Все, вообще супер, все зачистили. Не, а вот по поводу, кстати, Скайрима я ни разу не играл на высоком. Я, по-моему, так его чисто прошел. А ты сам-то проходил, Вячеслав, этот Ассасин? Вальгалу или какую-нибудь там часть? Покупатель. Зашло тебе? Так, давайте посмотрим таблички. Да. Есть две таблички. Есть они. Купить две. Супер. По поводу улучшения мы можем с вами... Какой-то мы... Сейчас я, подожди. Сапоги вроде, да, мы нашли неплохие. Причем змея. К отравлению. Так, улучшить... Нет, не улучшить, гравировочку мне поставить можно. Лук у нас вроде как есть. Угу. Вот, и что мы поставим сюда? Подожди, это не то. Какие ноги-то, блин? Я не те ноги смотрю. Вот это длительность отравления. Поиграла в Origins, кринжанул с геймплея диалогов, больше не играл, только смотрел.
Ну... Я понял, у тебя какое-то свое мнение выработалось, да? На этот счет. Ну, понятно. Скорость передвижения, пригнувшись, воина. Вальгалла говорит, вообще позор какой-то. А что тебе конкретно не понравилось? Диалоги? Геймплей. По-моему, геймплей серии. Я вот играю с первой части, и серии геймплей, наоборот, поприятнее становится. Я помню какие мы там части проходили. Первые 3, наверное. У меня палец просто горел от пробела с этих... Мне вот не понравилось, единственное, не про сюжет, ни про что, мне не понравилось, единственное, вот эти вот на время прохождения какие-то, не знаю, там, руины пройти, там, какие-то загадки, и вот от этого у тебя трындец, руки горят. Так в целом неплохо. И каждая серия идет, она, ну да, там своеобразный сюжет, в разные времена, как они там, временные, короче, отрезки, там, где-то с пиратами, где-то и Лондон или какие-то там... как она, Венеция и так далее. А вот Origin и Одиссея по геймплею, не знаю, мне по приколу. Квесты. А ты с чем сравниваешь вообще квесты? Если... Ну вот я сравниваю с предыдущими частями. Тут квесты как-то разнообразие есть такое. Там, если ты идешь... Убейте, украдите, или там захватите. Убейте, украдите, захватите. Здесь какое-то прям вот идет разнообразие. Там, сын там, или там еще кто-то, там, помоги в деревне, там. Там вот та же девочка с этими друзьями глиняными. Боевка деревянная. Не знаю, мне кажется, ты с чем-то просто сравниваешь. Конкретно. Сюжет 1, нужно мстить. А это где это нужно мстить? В первой части у тебя ты за частицу Эдема дерешься, там предатель оказывается твой главный. Дальше ты спасаешь землю, ты там, когда этот Дезмонд жертвует собой, там же нету мести, по сути. Может быть, с последними сериями, ну, частями мстить. Байк Минджай, ну да, он мстит. Но он за народ, типа, здесь, ну, здесь тоже, как бы, да, немножко есть. Хотя, бог его знает, как он тут мстит. Пытается сестру свою найти. Так. Дальний бой от копии. Ну, вот что-то в сапоги мне вообще нечего вставить. Можно урон воина поставить, можно скорость передвижения поставить, гравировку. Либо один урон. Давай скорость передвижения поставим. По-моему, ничего так. Так, а улучшить... Что у меня сейчас, я посмотрю, что у меня вообще от змеи есть. Улучшение недорогое. Так, это не то. Вот она, змея. Тоже улучшим. И гравировку. Поясок. Есть ведьмак. Ну, ведьмак, ну ты хороший. И компания другая, и лор вообще другой. Так, а вот мощности стихии. Шанс отразить половину урона. Мощность стихии. Давай поставлю мощность стихии. Я думаю, что это мощность стихии. Это как раз-таки не урон там, когда ты уже отравил, идет, а при ударе мощность работает, да? Ладно, это как бы... Так, улучшить. Это как бы вообще на самом деле хорошо, что есть чем сравнивать, я так считаю. А что лор мешает делать хорошие квесты? Да ничего.
Я ж не разработчик, что им там мешает? К адреналину. Еще за 1000. Так, а гравировка на доспех. Я к тому, что это хорошо, когда есть что сравнивать. Есть что, о чем поговорить, выбрать, поиграть. А так, каждому, конечно же, не угодишь. Так, это пират. Еще сюда можем к мощности стихии. Давайте. Недорого. Надеюсь, яд у меня будет прям бомба. Опять снаряжение. Что там со снаряжением? 3 секунды длительность отравления. Не, пока мне этот больше устраивает. Ну, тут охотника. От огня. А где этот капюшон-то? Стой, а где этот капюшон? Вот он. Вот так вот поставим. Еще у нас, да, этот... Как он, омикрон говорит. Как эти таблички называются? Я их уже омикроном называю. Поехал. Возможно. Ресурсы есть, еще что-то есть. Ну вот смотри, тут мы бабушку в прошлой серии, бабу-ягу, которая детей воровала, ловили, да, убивали и так далее. Жрец типа, но ты же не мстишь ей, ты же как бы от культа освобождаешь. Вполне нормально, я не знаю, как ты, у тебя все одинаково. Тут сейчас вот подстанция, там туда-сюда, да вроде неплохо. А это кто? Для тебя послание. Я ищу Киру. Ее нет. А Охотник, куда она делась? что ты не с ней. Скажи, где она? Молит богов об удачной охоте. У алтаря Артемиды, к востоку отсюда. Севернее таверны. Спасибо. Отслеживай, давай. Είτε παιδες, κρατεροί, ηθιτενείς, τους πόδας κλείσατε, ως μέλλοντες στρατιώτε ενεργείτε. В этой части глобальный сюжет — это месть культу. Μισθοφοράς, μέμνησο των λαφύρων, πιθανότατον εστί την θητείαν τερματίζει, ως δουλοκτείτε. Ну тут скорее Оракулу, Спарта отыскать. Ну да, может быть, ты и прав. Я до конца не знаю, тут какой лор. Но я так думаю, что это не совсем верное решение. Культ — это как некое подобие, которое перевернуло твою жизнь, наверное, да, там то, что и мать пыталась спасти. Тут что-то с богами, я думаю, больше связано. Зоркая, А не конкретно культ. направь мой лук. Молю тебя от всего сердца. Пусть Алексиус не распугает мою добычу своими тяжелыми... Кстати, это самое, сейчас, секунду, ребят. Вячеслав, а тебе Вархаммер-то зашел 3-й? Я знаю, ты любишь Вархаммера, Ваху, 1-ю, 2-ю, 3-ю. Там тебе как, нормально по лору? Я старался не шуметь. Вообще он там есть? Старайся лучше. Я имею в виду в игре. Нам с тобой не видать. Кроме того, как фракция одна враждует с другой фракцией и так далее. Цветы напоминают мне о лучших днях. Но тебе стоит задуматься о том,
Хорошо ли ты владеешь луком? Луком? Да, мы супер владеем. Я просто к чему спрашиваю, потому как я посмотрел, наверное, пару роликов. Ну да, Total War, Warhammer. Мы же с тобой как-то, по-моему, разговаривали на эту тему. Посмотрел канал, не помню, там тоже большой же YouTube. И вот он там проходит кампанию сюжетную там за кого-то. Там название тоже своеобразно. Как у нас Назгул или этот, разложение, что ли. Просто прохождение кампании там туда-сюда. И я там вообще ничего не понял. Вот честно скажу, вообще никакого сюжета. Ну, то есть РТС, да, все классно, геймплей там. Ну, а сюжетом там я вообще ни хрена не понял. Есть он там, нету его там. Такое количество просмотров там набирает, ну, стримы. И ты думаешь, блин, ну, РТС, это понятно. А при чем здесь компания? А где там сюжет вообще? Ну, если прохождение кампании, это значит какой-то некий сюжет, наверное, лор. А для галочки? Для галочки... А что именно для галочки? Упор на геймплей. Я понял, лор для галочки, а упор на геймплей сделан. Ты с кем? Сейчас я, ребят, по телефону поговорят. Сделать пока 2 минутки паузы. Да-да-да, я понял, Вячеслав, понял. Так, я извиняюсь. Чтобы хоть какая-то цель. Ну, типа, блин, я не знаю, как эту игру тоже можно хейтить. Я, например, прохожу, я с Ассасином не был знаком. И мне вообще, я смотрю, доставляет, по сути, вот лично с моей стороны, с точки зрения, доставляет удовольствие, когда ты берешь серию игр, какую-то серию игры. Будь это Ведьмак, будь это Dead Space, будь это Bioshock, Mass Effect и так далее. И вот ты чисто чилишь, играешь, проходишь, ну, по приколу на самом деле. Я не берусь там говорить, что вот это вот фиговое, это не фиговое. Понятное дело, что, к примеру, если брать первую часть, там, ну, это каких годов это все было, да? Ну, хотя лору там как бы интересный и продолжается, он потом продолжается. Ну, а что придираться? Ну, игра есть игра, как бы на вкус и цвет. Компания, не компания. Да, где-то есть что-то хорошее, где-то есть что-то, можно к чему придраться, как вариант. Ваху я тоже как-то рассматривал. Думал поиграть. Но Ваха, она больше, мне кажется, по сетевому, и надо в нее как-то больше отдавать предпочтение и играть. Ну, это как, типа, ходс тоже стримить годами, да, чтобы там какой-то навык, прям, чтобы лор познать там, или геймплей там вникнуть приятно, чтобы сетевые баталии, зарубы сделать. У каждой, мне кажется, игры также есть плюсы, так и минусы. Так, а что она, подожди. Я не такой искусственный лучник, как ты. Богам не нужно направлять свой лук. А, она спросила, как ты искусно своим луком. Да я, блин, лучник еще тот. У меня один перк только на лук. Зачем я здесь? Как могу помочь? О,
Спорю, любая добыча станет твоей, будь на то твоя воля. Что ж, посмотрим. Идем. Горные козлы не станут ждать, пока мы наговоримся. Здесь, например, вот по лору, как ты говоришь, культу, да, мстить. Но тут культу ты мстишь только чтобы свою сестру освободить. На них чуть ниже по Потому что сеструха твоя была выращена, воспитана, как по-другому сказать, На моей добыче вот этой крысы. бабой-ягой, которая стояла в культе. Но ты многого достиг. Так же, как и ты. А так нам надо узнать, что там с посохом, вот эти оружия, кто наш отец. Мы же обладаем тоже неким таким оружием богов, даром богов. Как он там, Прометей, Гермес? Гермес отдал Прометею посох, по-моему, как-то так. Разве не прекрасно? О, да. 3 горных козлов хватит, чтобы накормить мятежников. Ага. А, вот за этим ты меня позвала. Слушай, а цапли они будут? Там цапли вон. Прекрасная форма. И лук? Он тоже. Первый есть. Козлик. Ну-ка, присядь. Ну и Второй есть. Где-то он там стоит. прекрасная форма. И лук? Он тоже. Моих людей ждет сытный ужин, а богов щедрое подношение. Спасибо. Ты славный охотник. Но зачем ты позвала с собой меня? Какая наивность. Между нами что-то есть, хоть я и не хочу поддаваться чувствам. Да можно немножко. Палета. Или мне так казалось, пока не появилась ты. Появилась ты? Охота освободила мой разум, и я могу подумать над тем, что было сказано. Это хорошо? Кстати, Вячеслав, ты если такой, это, В ну, реке есть место. Там тихо. любитель Нужно побыть наедине. что-то там. Идем на пляж. Поразбираться там и так далее. Как Red Dead Redemption тебе по сюжету, по геймплею? Второй я имею в виду. Я весь твой. Хоба. Люди Делоса долго страдали. Я счастлива впервые с тех пор, как началась война. Пойдем немножко, да, позалипаем на пляже. С такой девахой, Жили. И ты тоже. А ты, Алексей, лучницей. мог бы остаться с нами, когда все закончится. Когда-нибудь я уйду на покой. Но не сейчас. Ты что-то путаешь вместе. На покой? Не может быть. Да, на покое. Не нужно искать счастье в будущем, когда оно прямо перед тобой. Нет. А пират приставил один нож мне к горлу, а второй к животу. И спрашивает, убить тебя быстро или медленно? Боги! И что дальше? Он не заметил, как мое копье вонзилось ему в ногу. Умер и даже не понял от чего. В ногу? Меня научила моя мать. Почему мне с тобой так легко? Это все вино. Вино умеет развязать язык. О, да. Я хочу тебя, Алексиус. Здесь, сейчас, под этими звездами. Помню, у меня была такая история аналогичная. Я взял гитару, мы пошли тоже с подругой под звездное небо. Нам тогда было по 18-19 где-то. И только мы признались друг другу, как у меня нога была в муравейнике, а другая в крапиве. И я пожалел о такой романтике в целом.
Нормас. Но мне не особо нравится ковбойский сеттинг. Поэтому нет особого желания самому поиграть. Ну, раз нормас, значит нормас. Не, я смотрю, многие там, и тут забегали ребята, говорят, посоветовали. Я как-то, говорю, приобрел сегодня ранее, а озвучки нету нифига Едва увидев. русской. Комментарии читать будем, субтитры. Графа там прикольная. Ну, единственное то, что мне нравится, то, что у них оптимизация суперская. Если взять тот же Гран-туризм, хотел сказать. Последняя, как она? Сан-Андреас и так далее. Вот 5-я часть у них последняя вышла. Вот, оптимизация там хорошая. Больше других островов я люблю Миконос. А я тебя больше других наемников. GTA, да. Я сижу туплю. Не, серьезно, вылетело из головы. Я только в Сан-Андреас, если так-то играл. В GTA я не играл. Нужно рассказать Фалету, будем держать. Давай расскажи. Рассказать Фалету. Да, позже. А пока будем готовиться к восстанию. Ты права. Но прежде... Опять что ли? Эх, закат, море, солнце, пальмы. Так, боги охоты. Что у нас следующее идет? Ну, хоть с девчулей с какой-то мы подружились. Вот Фалет. Ему, да, рассказать. А это что? А что это такое-то? Сейчас посмотрим. Обломки корабля. Так, ну я надеюсь, что сейчас здесь хотя бы мы найдем какую-то носовую часть или как что-то для корабля. Для своего. Так, а это как? Тут, то есть, какая-то некая пещера должна быть. Нет. Говорит, 37 метров. А как мне туда попасть-то? Ну, короче, я не знаю, как это забрать, друзья. Там где-то надо заплывать. Ладно, в баню пойдем, короче, свои дела делать.
Это просто сокровища были. Единственное какое-то улучшение я нашел под водой. Для тарана, и все на этом. В магазин я зашел тоже, да, у них там Red Dead Redemption, думаю, какие-то еще есть игры интересные. Они кроме GTA и Red Dead Redemption там и нету. Как-то так. Пойдем, да, расскажем. Филипп? Понял? Так, доплывем. Кто это, Бонюгана? Афинский солдат. Убейте менее 50 противников с кинжалом. Потихонечку обилки, да, зарабатываем какие-то там, как они, достижения. Это не мятежники случаем были? Все. Братья! Афинские псы перебили многих солдат. Но мы еще здесь. Давай поговоримся. Ты назвал мой план самоубийством. Не думал, что ты явишься. Да мы все сделали уже. Пропустить речь? Нет уж. Речи удел афинян. Мы отдаем приказы. Я жду твоего приказа симпатию проявить. Не. Твои люди храбры, но им не справиться. Нам нужна подмога. Сюда им не добраться. В Афинском флоте слишком прочные корабли, а наш лежит на дне моря. Мой нет. Сразишься с ними в открытом море? Это храбрость или глупость? Я это сделаю. Адрести. У нас, кстати, есть таблички, мы можем улучшить корабль. Ты храбр, как Ахилл, но даже ты не сможешь пустить ко дну весь флот. Потоплю несколько, и спартанцы смогут проплыть. И вот еще что. На борту моего корабля был шлем. Принадлежал отцу. Корабли потоплю, но по поводу шлема ничего не обещаю. Подожди, а что за шлем? Тебе очень дорог шлем твоего отца? О да. Он достался ему от деда после битвы при Фермопилах. У местных акул скоро будет пир. Надо было сказать, твой шлем уже у меня. Афинские корабли можно узнать по синим парусам. Так, зафиксировали. На то, как Алексиус проливал кровь афинян, стоило посмотреть, когда из Спарта прибыло подкрепление. Так, Гердиан принадлежит ему принять часть в самой кровавой битве из всех, что видел Миконос. Поговори с спартанским полимархом.
Это пристань. А какой, подожди, дедовский шлем? Что за шлем-то? Вот этот, что ли? Наварха. Урон охотника спартанским убийцам. Слушай, а у меня еще неплохой шлем-то появился. Урон убийцы 10, да, и охотника 6. А тут воина 10, убийцы 6. То есть по факту этот получше. Тут еще спартанским солдатам. Нет. Нифига он не лучше. Капюшон наемник, убийца от огня. Так, а тут у нас какие урон убийцы? Ну-ка. Тоже не то. Стоп. 12 к адреналину за крит. Ломаем, ломаем. Нам надо сейчас на корабль улучшить. Так, финские корабли можно узнать, потопить, да? 3. Хорошо. И ему поможем. Так, давай, друзья, по культистам посмотрим. Но это где-то на арену надо выходить. Тут мы не можем узнать о культе. Тут мы тоже о культе ничего не можем узнать. К сожалению. Пока что. Так, корабль. Я хотел 4-го себе взять. Мне еще табличка нужна для 4-го. Так, а можно 2 по 2? Есть еще какое-то улучшение? Так, тут 3. Тут 3. Урон от копии, скорость появления. Тут сколько? 2. Тут 2. Тут вообще 5. Давай тогда мы жаровню улучшим. Доступны чеки, сила огня 4. Мощность от огня. У меня все было 3 таблички. Вот я там губу себе закатал. Ну, горнило тоже нужно, да? Чтобы сильнее бить. Отплываем! Капитан у руля! Вон, первый корабль афинский. А вон там еще один. Лучники! Готовьтесь! Живей! Пускай стрелы! Готовьте лук! Еще один залп! Берегите огненных залпов! Лучники, готовьтесь! Мимо! Вперед! Всем держаться! Стреляем по команде! У них причем, смотрите. Получается 4 залпа. Лучники, приготовьтесь! Там еще один афинский. Гребцы, ну! Потише! Стреляйте по ним! Стреляй по команде! Тут покинутый город! Потом! Лучники, вперед! Легче! Быстрей! На исходную! Стрелы! Стрелы поджечь!
Блин, я что, промазал? Готовьтесь! Еще раз! Снижаем скорость! Не думай, что для нас это последняя битва! Живей! Помедленней! Готовься! Теперь вас пошлют акулы! Так, теперь мне он тот идет. О, прям вообще, а он уже битый был. Быстрее, капитан! Готовьтесь к столкновению! Передаем поклон от Винни. Мы сможем плыть быстрее, как только гребцы отдохнут. А ну, шустрее! Так, теперь у нас... Мне какие-то обломки! А где его, подожди, шлем? Да, он сказал, шлем какой-то. А смогем его шлем-то достать? Гребцы больше не могут, капитан! Это все ветер! Пока стрелять не можем! А почему? Готовьтесь стрелять! Стреляйте! А что такое-то? Гребцы, ну! Лучники! Эй! Быстрей! Они типа возле форта, что ли? Опа! Готовьтесь стрелять! Кто это такой? Готовьте стрелы! Лучники! Готовьтесь! Без толку! Завалить! Лучники, готовьтесь! Там что-то есть! Ну, копия. Готовьтесь стрелять! О! Готовьте стрелы! Стрелять по команде! Додать скорости! Сейчас готовься! Лучники! Корабль-то серьезный, друзья. Лучники! Готовьтесь! Замедляйте! Мне бы как бы на исходную стать... Готовьтесь стрелять! Стреляй снова! Скорей! с копию вдарить. Готовьте луки! Лучники! Готовьтесь! Не стрелять! Приготовьтесь к столкновению! Лучники! Приготовьтесь! Они идут Короче, собственно, надо смотреть какие-то уязвимые места. Это охотник за головами, а я думаю, что это такое? Так, ладно, вон еще Афинский у нас плывет. Доспех бойца забрали. Быстрей! Отдать все паруса! Гребцам занять места! Так. Начинай!
Препятствие тараний! Нормально, нормально. Давай, давай, с копией. Во. Прожарочка пошла, друзья. Тут еще корабль. Лучники, готовьтесь! Это подгоняет нас. А ну, шустрее! Небольшой такой маневр. Еще и волны пошли. О! Есть. Да, вроде зацепило. Уничтожьте еще одну группу афинских кораблей, чтобы помочь спартанцам. Готовьте луки! Вперед! Собирайте стрелы! Лучники, готовьтесь! Держись! Корабль серьезно поврежден! Лучники, приготовьтесь! Вон там! Кажется, что-то ценное! Что-то ценное? Лучники! Все приготовиться! Шустрей! А, он за лут типа сказал. Готовьтесь! стрелять! Нас будут таранить! Еще раз! Скорей! Подвигай стрелы! Готовьте луки! Мы сейчас не вернемся! Тараним! Медленнее! А, ты мне этот витамин С, да? Сейчас, сейчас. Всем держаться! Чтобы помочь спартанцам, уничтожьте еще. Булава Колоса. Там в воде какой-то груз! Атлантида Булава. С твоей бригады? Кого, Любани? Жуть. Так, давай посмотрим по снаряжению. Вот, убийца от огня.
Тут тоже убийца, тут адреналину газ закрит и животным. А тут сила крита. По сути, они одинаковые. Так, подожди, а где это? То, что мы ему помогаем-то. Так, это не то. Выполните. Так, это Греция. Греция. Поговорите с Полимархом. А, вот она, отслеживаемая. Так, снаряжение. Что там я еще украл-то? Урон от яда. Тут тоже урон от яда. По-моему, надо просто уже квест сдать, и все. Мы выполнили. Сейчас, друзья, мы витамин С. Попьем. Что-то все заболевают, да, Катень? Ты здесь? Да. Я слышал, как рыбаки судачат об Адрастее, режущей морскую гладь. Корабли Афинин потоплены. Ха! У акул сегодня будет пир. Вот твой шлем. И еще. Я принес тебе шлем. Держи. Не счесть, сколько раз он спасал меня. Спасибо. Афиняне будут мстить, поэтому нужно нанести удар первыми. План такой. Убить их командиров. Афиняне, как овцы, разбегаются без пастуха. Не дайте им обнаружить вас. Я и сам справлюсь. Разберусь с командирами. Перережем глотки. Но оставь и мне афинской крови. Так, а где их искать? Люди Киры уже нашли 3. Один у каменоломни, другой в лагере рядом. А третий? Мы не знаем. Когда убьем командиров и сюда приплывут спартанцы, крови будет море. Что-то как-то мы Кире помогли одно выполнить, убить этого главного. А этому надо еще 3 аж. Типа мы себя спартанцем не считаем, но помогаем. Вот, 12 урон от яда. Так, Племион сейчас в военном лагере Тисандрос. И не окол. О. Еще поговорить с спартанским полимархом. Задание. Давай тоже поговорим. Меня зовут Геродиан, я правая рука Фалета. Псы войны всегда чуют Как-то кровь. он прям Теперь круто представился. кажет зубы. У вас тут, похоже, псарня. Что? Идем с нами, пробьем их Еще мороженого? щитами, пронзимся Сходить? копьями. Я сражусь за Спарту. Сражаться за Спарту — большая честь. В бой! Че, кому там помочь? Куда там бой? А, это влияние спартанцев и этих афинян.
Пойдем капитана попробуем вот этого. Опа! Так, пока что мы уведем. Да попадишь ты. Давай следующего. Опа. Что он делает-то? Моя смерть будет быстрой. О! А почему я проигрываю, друзья? Нифига непонятно. Куда, блин? Мы выиграли. Мы сразились. Убито капитанов, солдатов, герой Диокол погибает. Какой-то там. Но я чуть не проиграл, так скажу. Хорошо. Дали хоть уровень-то. Дали некий топор убийцы. Причем реально он даже может быть и помощнее. 28 уровень.
Так, что мы тут сможем? Тут копье, тут у нас удар, тут у нас мы не можем пока прокачать. Давай предположим, что здесь что-то есть. Тут можно показатель брони. Но сначала я вот этот губительный выстрел. Потом надо что-то еще там вкачать. Призрачную стрелу. Сквозь щиты врагов и даже стен стрела наносит 260% урона охотника. Удерживайте правую кнопку, чтобы прицелиться. Нажмите R, чтобы выстрелить. Ого. Урон охотника на 20 при использовании способности. Короче, надо эту, по-моему, качать и вот эту вот. Тут показатель брони. Ладно, едем далее. Теперь посмотреть. Это поговорите 31-й. Греция, это про отца узнать. А, немецкий лев обитает в Арголиде. 28-го. Можем бахнуть. Попробовать, по крайней мере. Пойдем поговорим с Кирой еще раз. Может быть, она еще что-то там нам подскажет. Немецкий лев, 28-й. Ну, желательно какой-нибудь 30-го, 29-го. Да. Так, а ты где у меня? Это разве она? А, нет. Тут задание, он тот какой-то крестьянин сидит. Чего ты там шепчешь? Солдаты ждут меня, не услышат. Чё шепчешь? Вести, что помогает Кире и мятежникам. Да. Конечно. О твоих подвигах много говорят. Слухи ходят. И о девушке-мятежнице тоже. Если что-то знаешь, говори. Солдаты меня убьют. Видит Аполлона, уже пытались. Возле рынка есть дом, давно заколоченный. Проберись туда тихонько, там и поговорим. Странно. Нужно найти дом и выслушать попрошайку. Странно, да, действительно. Мы же вроде как мятежникам помогаем, а чё, за что ее будут убивать-то? Дом заколочен. Это тот самый. Только лучшие товары. Сейчас, секунду, таблички есть у тебя? Нету. По улучшениям я бы кинжала бы улучшил. 2400, ничего себе. Не, надо кинжала получше искать. Еще и лук можно за 4. Не, оружие серьезно, это прям это важная вещь. Ну, со шлемом бы я еще поспорил. Тут и тоже интересный. Пирата. Доспех. Вот это вот 30 к отравлению и ослаблению. Где мне еще найти такие змеиные талия? А чё, подожди, я их улучшаю? Это только показатели брони, да? Ладно. Да, посмотрим по поводу гравировок. 8 адреналина за удар. Охотника животным. При использовании удар героя. Клич Ареса, град стрел, пинок спартанца, выстрел хищника. Что-то я не пойму, это на кинжалах выстрел хищника. Так я же их уберу.
Нет, не буду тут ничего делать. Да, посмотрим, что продать. А, слушай, 320 на продажу. Перикла доспеха. А, Перикла помню, да. Давай это все продадим. Пиратские ботинки. Факела, подожди. Яйца, бананы. А чё, подожди, их тоже можно продавать? Подробная информация о разыскиваемом наемнике. По 320. Все, продал. Так, гравировки, какие нужно? Или куда можно? Тут нет. Скорость передвижения оставил. Дальний бой охотника огня животным. 1 урон. До скорого. Отыщите подсказки. Кровь и следы. Детские. Кто-то прятался в сундуке. Женщину убили и оставили непогребенной. Чего-то. В ребрах застрял наконечник афинского копья. А, это Афина. Послание. Предупреждение. Подарок платил ей за молчание. Насчет чего? Диана, я хорошо плачу тебе, чтобы ты молчала. Держись от меня подальше. Если ты еще раз придешь к моему дому, я отправлю вас обеих к Аиду. Подарок. А мы его, кстати, же убили. Это уже подарка. Куклы. Мама и ребенок. На одной вырезана буква М, на другой К. Больше ничего нет. Нужно поговорить с той женщиной. Сейчас, подожди. И что нашел Мистий? Тело, женщина. Она убита афинским копьем. Это все? Записку от подарка. Он грозился убить обоих, если расскажет. Обоих? К чему убивать дитя? Разве что это его дитя. Они могут услышать. А теперь скажи тихо, что еще ты нашел? Кукол. На них были буквы К и М. М — это мать. Ты спрашивала, кто меня нанял. А К это кукла, да? С буквой К — ребенок, Кира. Да, а значит... Кира любила вырезать фигурки. Подарок отец Киры. Боги! Подарок отец Киры. Умно, Мистий, очень умно. Нужно сказать Кире. Она не поверит, ни за что. Всю жизнь она ищет того, кто приказал афинским солдатам убить ее мать на ее глазах. Но боги сохранили Кире жизнь, она спаслась. Откуда тебе столько здесь? Все знаешь. Я там была, Мистий, защитила малышку. Пока солдаты пытались убить меня, Кира ускользнула от их мечей. Так ты тоже была там. Меня зовут Атония. Я была служанкой подарка. Что? Каждую ночь мать Кира приходила к дому. Дочь хотела увидеть отца. Подарок не велел ее пускать, но она приходила, и подарок послал меня к ней домой с письмом. С угрозами. Но напрасно. Подарок снова послал меня к ней вместе с афинскими солдатами. Так, мне нужно доказательства. Должна узнать, что подарок ее отец. Но прежде я должен найти доказательства. Как-то в дом подарка пришла женщина. Умоляла передать ему куклу, что сделала Кира. Возможно, кукла где-то в доме подарка. Только боги знают. Я найду куклу. Мистий узнал правду. Мятежники тоже должны узнать. Ну вот. Прикольное задание. Ищите куклу на
Минаконосе, в западной части района таверн. Куклу. Район таверна в западной части. То есть это где-то здесь как раз-таки. Куклу можно найти в доме предводителя. Но там уже все убиты. Вы находитесь близко от цели. Вот и кукла. Вот так вот. Если подарок спрятал куклу где-то в доме, я ее найду. Так, нафига мне вот эти штуки палить? Ой-ой-ой. Кукла. Кукла Маша, кукла Даша. Ассасины стали старше. Вы что тут делаете-то? Что у меня за кинжал? У меня даже коза с первого удара не умирает. Ты кто? Там нет никого. Тихо, 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 не кричи. Подарок оставил себе куклу Киры. Она вырезала букву «П». Папа. Ну ты глянь, идет, а? Охотничек. Могла ли Кира знать об этом? Мятежники должны узнать правду. Но для некоторых кровь много значит. Если все выяснится, Кира может потерять поддержку. Тоже плохо, да. Мы сначала Кире помогли. А теперь подрываем ее авторитет. Типа, нафига? Ладно, это мне они уже не интересны, да, мы их, в принципе, этот зачистили. Убежище расположено в пещере Порфириона какого-то. Вот она. Ну что ж, пойдем в пещеру, Кире скажем. Катюль, там у нас кофе есть еще? А кофейку налить? Стрим у нас продолжается. Улучшает навык восприятия кар, позволяет вам легче обнаружить и отмечать цели. Так, орелик. Нам с тобой вон туда.
А, с дракона, я омикрон говорю, найдите. Совсем заковиделся, да. Ну, Астракон — это некие таблички, надписи, где указывают какие-то вещи, где там спрятаны. По карте бегаешь. Стой, мне интересно, охотник сюда пойдет за мной? Поговорите с мятежником, убежище о Кире поговорить. Сейчас, друзья, поговорим, с вашего позволения. Я кофейку, чайку, там 2 минуточки, продолжим. Сегодня рассчитываю стрим где-то до 5 часов провести. Поэтому запасайтесь. Я не рассказывал? Говорят, кто-то оторвал голову афинскому солдату голыми руками. Печально об этом говорить, но им не удалось выжить. Да-да-да. Выпьем за него вечером. Почтим нашего погибшего брата. Он заслужил. Так, продолжаем, ребятки. Сейчас узнаем о Кире, что там. Она... Уже соскучился, Мисти? Кира, мне нужно тебе кое-что сказать. Что с твоим лицом? Оно слишком серьезно. Сядь, выпей, расслабься. Так, наверное, надо было сначала этот квест брать, а потом убивать этого отца ее. Давай личный разговор. Тебе это наедине.
Иди за мной. Может быть, она знала, а может быть и нет. Вот мы и наедине. Так что же ты хотел мне сказать? Не знаю, как сказать это. Подарок твой отец. Что это за шутки? Я не шучу. Я убью тебя на месте! С ума сошла, что ли? Я тебе помог. Невозможно. Кира, мне жаль. Он отнял у меня все. Но как ты узнал? Я был в твоем доме. Я нашел твой дом. Знаю о твоей матери. Слышу крик, как сейчас. Вижу вихрь из синих доспехов и алых клинков. Я убегала, подскальзываясь на крови матери. И никогда не возвращалась. Это правильно. Спасибо, что сказала лично. Никто не должен знать об этом. Но прошу, оставь меня. Мне нужно побыть одной. Хотя бы она узнала правду. Как там пословица? Лучше горькая правда, чем сладкая ложь, да? $12 000 опыта. Где это Астракон-то найти? Микрон Грегора найти. Статуя Артемида. Опа. Опа тут. О! А вот у нас Астракон, дух мрамора. Так, ну, мы выполнили. А что ж еще тут надо? Перчатки, мощность стихии, 9 урона воина. Не, у меня вроде то же самое. Незабываемая ночь. Тут еще квест. Там еще какой-то квест. Ну, квестов, короче, тут хватает. Да, побочки тоже не слабо опыта дают. Вполне. Хотя я хотел бы, наверное, льва еще сходить убить. Сейчас уровень, наверное, получим. Может, 1 или 2. И пойдем у льва. Попробуем. Немейского. Вот те задания. Прибыли на остров, мятежники, Еще не заметили. спартанцы, афиняне. Оказывается, тут дочь воюет против отца. И знать того не знает. Вот так вот. Люди счастливы. Так и должно быть! Впервые с тех пор, как РС проклял нас войной, в Делос пришел мир! А где Кира? Неужто не хочет выпить со своими людьми? Ты сохранил тайну. Сейчас я, ребят. Подарок был сложным человеком, но он был ее отцом. Но. Она ушла, чтобы отправить его к Харону. Ага. Сейчас продолжим. Подарок заслужит похорон, наверное. Ты воин заслуживает похорон. Даже подарок. Моли богов, чтобы так же отнеслись и к нам. Тем временем мы можем делиться вином и рассказами. Рассказывай. Воины заслужили. Даже Фалет. Конечно, если найдешь его.
И напомни, я задолжал ему рассказ о потере глаза. Как команда, готовы плыть? Как прикажешь, но сперва позволим выпить и спеть. Присоединяйся. Что-то незабываемая ночь. Так, попрощайся с жителями Делоса. Сейчас я только выход найду. Так, погоди, тут опять эти горшки надо глиняные жечь. На кой ляд я их жгу? Так, там еще последний горшок. А, стабильность региона. Ё-моё. Стабильность региона мы снижаем этих афинян, да, там? Фалет, что ты здесь делаешь? Думаю, молюсь. Это было мое время. Что? Я должен был стать победителем, но ты отнял у меня все. Отнял подарка. Ну, началось. Эти острова, даже Киру, мою любовь. Послушай голос разума. Я пытался быть разумным. Но это не по мне. Ведь я спартанец! Вот тебе и Фалет. Понял? По-моему, классные луки, если их прокачивать. Вот еще стабильность региона. Шлем Фалета. А, предмет для задания я взял. Я, говорит, спартанец. Ты отнял у меня все. Блин, я пришел, помог ему. Неблагодарный. Так, а какой у нас скап этого склада? Древесина у нас 1,5 штуки. Помятый спартанский шлем, переживший Фермопильское сражение, когда-то принадлежал деду Фалет. Эту битву не пережившему. Диана, я хорошо плачу тебе, что ты молчала. Так, это письмо. Ага. Сейчас еще Кира нападет. Ты убил моего отца там, да? Если бы ты мне сказал немного раньше, возможно, я поступила бы по-другому. Во-во-во, смотри, какая статуя. Там еще охотник за мной идет. А, она отца типа хоронит. Если я правильно понял.
для Харона. Ступай к черной, как ночь, реке и погрузись в бесконечный мрак. Ты будешь плутать во тьме с призрачными мертвецами, даже в царстве Аида. Не стоит прощаться в одиночестве. Я рада, что не одна. Я так долго этого ждала. И вот все случилось. Я думала, что обрету покой. А что чувствуешь? Я была полна мести. А теперь пуста. Найди себе новую цель, он мертв, двигайся дальше. Однажды такое было и со мной. Он мертв, но ты жива. Ты нужна людям. Если не защитишь их, кто-нибудь другой придет на смену подарку. Охотник подходит к нам. Я им нужна. Они мне нужны. У нас больше нет общего врага. Я нужна им как никогда. Спасибо. Что будешь делать? Миконос нужно восстановить. Так и сделаем. Но он не будет прежним, таким, как хотел отец. Мы сделаем его новым домом для свободных людей, для мирной жизни. Кира, он мертв. Люди ждут тебя. Они празднуют. Отпразднуем с ними. Хорош. Прощай, папа. Каменоломня, что-то какая-то там. Так, я хотел бы сейчас, да, сходить сразу, открыть какой-то некий обзор. Пускай будет. И вот эта вот статуя. В древесинке побольше нам. Так ты что такое-то? Военный лагерь Лелек. Артемида, хозяйка лесов и диких зверей. Да. А, вон какой-то лагерь. Прям под статуей. Так, Икар улучшено восприятие. Каменоломня. А мы с вами идем попрощаться с какими-то там... Катюш, там не приходило никакое это по поводу Лехи оповещение-то? Нет? А сколько сказали ждать? Сутки, наверное, да?
Да не, нафиг эти экспресс. Экспресс, они... Лучше это самое... Побольше, ну как это, получше. Спасибо, что был рядом. Я нуждалась в тебе. Это мой выбор. Ты ведь знаешь. О, ты слышал? Фалета назначили полководцем. Утром он должен отправиться в Спарту. Не отправится он. Увы, Фалет мертв. Он напал на меня на пляже из-за нас. Он что? Нет. С чего вдруг? Фалет, глупец! Ты чудесный, упрямый глупец. Зачем было убивать его? Он вынудил меня. Кто ответил на мои письма? Фалет из Спарты и Алексиус, хозяин Орла. Не думала, что вы принесете мне столько боли. А что нам делать-то? Либо он нас, либо мы его. Жаль. Мне тоже, Мисти. Мне тоже. Еще пнулы. Справляться. Подарок мертв, Кира вернулась, а у меня осталось много других дел. Отплываем! Но сперва я сказал Кире, что ты произнесешь речь перед прощанием. Ну, Варнава, блин. Нужно проститься. Хайрете! Тише! Тише! Алексиус хочет что-то сказать вам! Друзья! Отныне вы свободны! Веселитесь! Дионис нальет вам вина, а музы споют для вас! Так выпьем же! За Алексиуса! За победу! Девочку жалко, которую убили. Фобия, как она, Фиба. Славная речь! Но, думаю, немногие могут представить Делос свободным. Им понравилось. Понравилось! Еще бы! Я соберу всех. До встречи на корабле! Ну что, все, попрощались. Я бы еще здесь немножко полазил, посмотрел, что там еще какие-то квесты. Извиняюсь. Сократ! Мятежники Ну, убивают. Сократ. Что ты здесь делаешь? Несу знания, как всегда. Но не волнуйся, утром я плыву на торговом корабле в Аттику. Мудр, как всегда. Спасибо, что пришел проститься. Кстати говоря, Варнава, мы можем отплывать? Команда весела, но страдает от похмелья, а корабль готов. Что ж, жаль, что Кире придется восстанавливать свой дом в одиночку. Одинок ли человек, если вокруг его друзья и союзники? Именно. Помнишь, что ты сказал мне, впервые ступив на этот песок? Что мы должны помочь людям. Мы хотели так сделать, и ты сделал именно это. Тебя не просто так зовут могучим Мистием. Ха! Кто так делает? Он. Хватит! Пора отдавать приказ команде. Куда отправимся? К следующему культисту навстречу приключениям. Подарок был всего лишь одним из культистов. Куда ни отправься, они будут везде. И всех мы убьем. Еще 12 тысяч опыта. Слушай, прекрасно, прекрасно. Давай посмотрим, наверное, ребят, я думаю... Тут у нас один кузнец, да? Что может представлять собой вот эти квесты? Вот эти квесты, к примеру. Если они будут интересны, то можем здесь еще как раз-таки уровень добить.
Ломайте склянки с маслом при контракте с огнем, масло загорается. Подумайте об этом. У меня яд. У меня я весь в яде. Так, где я отметку-то поставил? А, вон. Тут наверняка есть охрана. Охрана тут небольшая. Какой факел? Я что, с факелом нападал? Эй, ты куда? Стой, стой, стой. Предмет для задания убить предателя. Что? Ох, одни шлемы. Так, надо посмотреть, что это такое. Так, дух мрамора. Ищи мраморную каменоломню в районе таверны. Меня сбросили в яму, где лежат скелеты умерших от истощения рабов. Честь и хвала тому, кто найдет и убьет Неокла, труса, который предал Дилойский союз. Последний раз его увидели в холмах Кинфа на Делосе. Он прятался, как трусливая крыса. Мне вот это вот интересно. Мраморную каменоломню. В районе где? В районе таверна. Район таверны, конечно, тоже. Сама таверна. Ладно, это потом. Если сможем, то доберемся. Еще 35 шлемов дали, да? Туру-туру-ту. Убейте вожака. Как вам?
Сойдет. Просто тупо 20 шкурок. Ну и сейчас, наверное, на последнюю сгоняю. Фобуса нельзя призвать. И посмотрим, что там с каменоломней. Пошел! Прям взлетает, смотри. Взлетай. Давай! Элла! Ну понятно, это еще один лагерь. Кто это? Кажется, ничего. Ух ты! На 40 тысяч. Получите, распишитесь. А там еще афинский, да, получается. Тут лагерь и напротив лагерь. Сзади спартанский, а тут афинский. И корабль еще афинский. Раз ты не Твои силы на исходе. Я думал, ты слабее. Дерьмо. Это не пойдет тебе снова. Ой. А что это я? Хуё.
Уже тупо в кнопках что-то запутался. Тут кто-то остался? Как бы не похоже. Пу-пу-пу-пу-пу. Так. Вперед поискать, где это в области таверны, да? Некий рудник. Я лежу в яме, он говорит. Так, это дом предводителя. Это район таверна. Мраморная каменоломня там нужна. А тут сиенитовая какая-то каменоломня. Подожди. Не-не, не то. Да, мраморную каменоломню. В районе таверны. Если каменоломня обозначается именно вот таким вот образом, то значит я ее не открыл. Но просто только в другом. Возможно, рядом эти две каменоломни. Хотя бы как вариант, да, можно посмотреть. Бейте капитана. Действовать осторожно. Конец. И тот, главный, встал. А. Стой, братан, а ты за кого? Предводитель мертв, Серебряные острова. Не, ну тут афинский солдат, а этот солдат спартанский. И что-то как-то они совместно тут ползают.
что очень странно. Вон еще спартанский идет. А ну вернись. Слишком. Ты не стоишь такой награды. Но мне же лучше. Я сгорел просто тупо. Хорош. Афинские, спартанские, всякие оловянные, с метелками крестьяне. Все меня лупят. Пришел в каменоломню. Нафиг я сюда вообще перся-то, я не знаю. Как всегда, меня охотник пришел и все испортил. Записка, подсказка, что это? А, культисты. Подарок жестокий. Так мы его уже убили. Мы его уже убили. А я, короче, не знаю, где тут мраморные рудники. Так, я прям сейчас последний раз я иду пробую каменоломню зачищать. Если не получится, то значит поплывем дальше. Так, а подожди, уровень меня тоже отняли, выходит, да? Да. По-моему, от яда я так честно не умирал. Но вот именно если от яда. Здесь меня могут заметить. ХП до 0. А вот от огня я умер. Что как-то странно. Так, давайте сейчас я прям минуточку, друзья. Сделаю паузу. И продолжим.
А? Ага. Как их тут... подожди. Я не вижу. Странно, что ты еще... Надо, короче, себя не давать зажать. И все получится. Теперь нам осталось найти сокровища и так далее. Так, давай способность сразу качнем. Какую мы тут можем взять? Яда у нас все. Тут у нас все. Я хотел доспех прокачать и увеличить урон охотника на 20. При использовании способности обычные стрелы не тратятся. Ливень стрел. Животное. Станьте мастером. Оглушать врагов, не убивая их. Стрелы можно изготовить в меню снаряжения. А это чтобы прицелиться. Если вас заметил время замедления на 6 секунд, после прицеливания все выпущенные стрелы попадут в туловище. Урон получаем в дальнем бою снижен. Да, нормально, нормально. Где тут они? Еще со мной, что ли, идут? А вот. Вот еще предмет для заданий. Так, стоп, сокровище тут.
Так, и последний припас. А где еще сокровища? Заберите сокровища. А, это тут они и есть. Хорош. Так, осталось выяснить, а где тогда еще каменоломня находится-то? Что-то я прям не догоняю. Так. В районе таверна. Кузнец. Ту-туру-ту. К кузнецу можно сходить, посмотреть таблички, если есть. Давай сюда. Ну, вообще, если исходя, потому что каменоломня где-то по берегу или каких-то скалах смотреть, то тут только вот она, каменоломня. Может быть. Может быть. Туда я, кстати, не дошел. У меня товары отменного качества. Так, нету у него, друзья. Ничего интересного. Меч палача продать. Так, продать. Вот это вот адреналин за удар, но тоже продать. Информация о наемнике. Все продаем. Нету, короче, ничего. Нужно быть осторожным. Давай. Да. Это крепость.
Обломки корабля. Так, стоит нам эту крепость-то зачищать? Она довольно-таки внушительных размеров. Крепость много повидала. Стоило потратиться на восстановление. Что ты здесь делаешь? Ну, в плане вообще наживы тут интересно. Стоп. Убейте капитана, 2 штуки, полимарх. Не смей! Тихо, тихо, стелс, все. Мужик, все, тихо. Так, погоди. Крепость, подожди, а мне где сокровища-то искать? А вот внизу. Ты что ж ты? Как он меня нашел? Тебе будет нелегко. Сейчас я победю.
О! Нафиг отсюда, пойдем. Это я сейчас тут буду мучиться с этой крепостью. Вообще не знаю, для чего она нужна. Стабильность. Что-то они меня жестко там загнали в угол. Ничего не сделаешь. Грусть-то долговато. Да. Так, кинжалы это у нас что? Топорик. Тут уже какие-то 6-е ранги. Так, сначала на карту давай посмотрим. По карте у нас еще месторождение Аполлона, Артемиды. Здесь есть какие-то квесты. Здесь у нас крепость, тут квестов нету. Сократ. Медвежьи услуги. Давай сюда. Поуполняем. Так, где наш Сократ? Вон он. Заберите сокровища. Чего себе. Грязный мятежник обокрал святилище. Сократ, заводишь друзей повсюду, не так ли? Алексиос, какой приятный сюрприз. Что привело тебя на Делос? Я помогаю местным мятежникам. Но нужна ли им помощь? Разве решение восстать не освободило их от угнетения? О, ну уж нет. Ты не втянешь меня в очередную дискуссию. Но мне хотелось бы узнать твое мнение об одной ситуации. Ну? Солдаты схватили мятежника. Он украл деньги из святилища, чтобы помочь восстанию. Когда стражники попытались схватить его, он убил одного из них. Убийство здесь. Скорее всего, его казнят. Именно. Но тут нельзя отнимать жизнь, потому он ждет, когда его отправят на Миконос, чтобы казнить там. И при чем тут я? Думаешь, он заслужил смерти? Свершится ли правосудие? Он, конечно, заслуживает смерть, потому что он, во-первых, украл, потом убил. Отвечу встречным вопросом. В чем заключается справедливость? Отличный вопрос. Он украл. Это неправильно. Ради Вот. свободы своего народа. Он убил человека. Спасая себя. Он нарушил священный закон, угодный самим богам. Он волен убивать и красть. Но капля крови на земле, и он достоин смерти. Я ничего не хочу сказать, но если мы перестаем чтить законы, не становимся ли мы зверями? Ха! Ты знаешь мое мнение. Я могу идти? Конечно, конечно. И еще кое-что. Грузанул. Разумеется. Мятежника держат в крепости на севере в Гестиаторионе. Завтра его отправят на Миконос. Стой. Ты хочешь убедить меня спасти его? Убедить? Что ты? Хотя мне любопытно теперь, зная, где он и почему, спас бы ты его. Мне стоит навестить мятежника. Кажется, у нас много общего. Я так и думал. Впрочем, денег у меня нет. Лишь знания. Но они лучше денег, ведь они всегда останутся с тобой. Уже кое-что, наверное. Типа красть плохо, убивать плохо.
Как-то так. Так, он где-то у нас там... Сократ осторожнее ищет всегда смысл. Ну, это правильно. Это правильно. Подожди, он на Делосе. Делос. Мятежники держат гестиатори... Чего? Место рождения Аполлона. Вот. На западе место рождения Аполлона. То есть он где-то здесь. Это у нас восток, это запад. Медвежья услуга. Так, ну давай, ладно. Медвежья услуга, что это такое? Может, там его держат? А, девочка какая-то раненая охотница. Ты ранена. Ну, Серьезно? всегда имеет смысл, то есть это, искать смысл в каких-то действиях, либо твои действия бессмысленны. На острове запрещено. Говорили. А вот тому зверю, что здесь бродит, нет. Я щедро заплачу за его смерть. Если заплатишь, я убью этого зверя. Ты не первый, кто согласился. Но деньги все еще при мне. Иола, ну давай. Так, а что за Я зверь-то? готов к охоте. Какого зверя я ищу? Назвав его медведем, я бы солгала. Это ночной кошмар Артемиды. Я найду и убью зверя. Надеюсь, ты не истечешь кровью. Тяжко по опыту идет. Не, нормально, Миш. Нормально. Вполне. Ну, за сегодня мы, по-моему, пару уровней апнули. Я был 27, сейчас 29. Мятежник там. Так. Если особо не париться, а играть... Полегче там балансировка. Если просто играть и сюжет, квест какие-то там, не обращаешь внимания на это. Найду укрытие. Но я не сюда зашел. Пустите! Вернете меня на Миконос! Кира вернет всех вас! Проваливайте в спину! Аполлона! Так, а это какой-то кэп. Ну, мы его освободили. Спасибо, Мисти. Меня хотели казнить, но ты успел раньше. Их будет больше. Скорей за мной. Я наблюдал. Я тоже рад окропить священную землю кровью. Стой. Не похожи. А теперь иди за мной, пока нас не убили. Да стой ты. Предателям! Смерть тем, кто хочет отобрать у нас Делос! Жизнь за свободу! Если не замолчишь, так и случится. Молчание подвело нас. А, вот. Кричать до кровавого кашля. Не мешай мне. Малака! Ходим. Так, он за мной, надеюсь.
Вернитесь к Сократу. Так, и медвежья услуга. Сейчас к Сократу вернемся. О, охотник пошел. Давай, давай. Мы типа здесь ни при чем. Сократ, чужестранец опять пролил кровь на священной земле. А, Алексиос. Да. Тебя на Делосе я воспрял духом. Скажи мне, чем закончилась история с пленным мятежником? Ты не говорил, что он одержимый фанатик. Ну кому решать, кто из нас слишком безумен? В какой-то момент так можно сказать про каждого. Тебя с твоей философией он бы скинул в море. Раньше, быть может, тогда я был меньше обременен весом и философией. Так скажи мне, удалось ли тебе разрешить ситуацию мирно? При нем была стража, теперь ее нет. Интересно. Ты решил, что жизнь вора и убийцы стоит больше, чем жизни солдат, выполняющих долг? Роднулечка, что Я о делает? нем и не думал, честно говоря. А что с мятежником? Если ему дорога жизнь, он где-то на пути к Миконосу. Наше решение как зыбь на воде. Поначалу кажется, что ничего страшного не происходит, но со временем эта зыбь может превратиться в сокрушительные волны. Очень приятно, Сократ. Ты не перестаешь вызывать у меня головную боль. Всегда пожалуйста, Алексиос. Надеюсь вновь увидеть тебя на симпосии. Не надейся. Мне вот этот чувак нравится больше, чем там Варнава. Прям его встречаешь, и одна дискуссия. Так, теперь давайте какого-то там медведя, что ли, да? Медвежья услуга. После того, как он помог матери защитить Наксоса и узнал, где его настоящий отец, Алексис отправился в Лаконию, встретиться лицом к Иисусу с прошлым и отвоевать место с Валдомом. Так, это не то. Подожди, какой дом-то? А это что у нас? Так, вот он, медведь. Медведь убивает людей на Далласе. Его видели в северной части священных земель Артемида. Возможно, он вот этот. Астракон я тут не нашел, блин. Развалина. Так бы зачистили точку. Медведь, да? Ну да, собственно. Хотя одного такого мы уже убивали на болотах. Ой, как высоко пошел. Михалыч. Ты могучий зверь, но тебе здесь не место. Окей. Там еще какая-то пещера. Любопытная. Кровавый отпечаток. Свежий. О, мертвец. Кишки выпустили. Пиршество для птиц.
Так, а где тут у нас область расследования? Корабль. Вот как медведь попал на Делос. Написано, что медведь из Аркадии. Сижу, думаю, вот Здесь что уже починить. нечего искать. Пора возвращаться к женщине. То есть медведя притащили откуда-то с другого острова. Орехалковая руда. Сижу, думаю, вот во что бы почилить. Блин, Мих, у меня сегодня вообще такое наваждение было, на самом деле, мутное. Ну как мутное? Может быть, даже правильно. Ну, типа... Быстрое перемещение нельзя. Ну, типа, знаешь, такой думаю... Сегодня как бы выходной, можешь посидеть в Хатсец, там, поиграть. Или там карты покатать. А потом... Ну, серьезно, сидишь и думаешь, ну и что ты потратишь время, у тебя туда-сюда будет этот рейтинг скакать, прыгать, и не удовольствия нифига, знаешь, не принесет. А поиграть хочется, как бы, ну, немножко восстановился, как бы после болезни и так далее. Хочется что-то такое, чтобы какой-то результат получать от прохождения и удовольствия. Я думаю, лучше, когда захочется поиграть во что-то такое, знаешь, рандомное, скажем так. Лучше вот стрим завести и сидеть играть в некие игры, чем впустую время проводить. Сегодня все равно все заняты, все на карантине, все там... Кто лежит, кто играет, кто уроки делает. Время, скажем, есть. Вот, как-то так. Сейчас бы стрим не заводил, просидел бы в каком-нибудь ходсе все время. А завтра бы вот это все проходилось бы. То хоть бы я остался бы на своем уровне играть, а здесь хоть какое-то продвижение. Ну, так образно. Те же картонки, то же самое абсолютно. Казино, блин. Читаю там новости, они Activision Blizzard что-то хотят какую-то выживалку там сделать. Игру. Будет она, не будет. Короче, в транду это все казино. Надо играть и довольствоваться. Игр много. Чтоб еще удовольствие приносило. А чудовище? Михалыч-то Медведь убили мы. Таких, как он, я не видел. Он мертв? Значит, все кончено. У сломанной клетки я нашел кровавые следы рук и записи. Медведь мертв. Остальное неважно. Скажи, откуда И ты? откуда ты? Жива? Пусть делают. Я от них из уже не Аркадии. жду ничего хорошего. Ты преступница. Ты просто боялась, что если зверь начнет убивать жителей острова, тебе не сдобровать. Что мне было делать? Я не смогла его убить. Я пыталась. Здесь живут безумцы. Знаешь, что они делают с теми, кто приносит на их остров смерть? И ты решила оставить все как есть? Ты с кем, Кать? Мы тайно везли груз из Тебе? Аркадии на Кос для некого Саргона. Ну, доктор приехал. Шторм. Медведь вырвался и перебил команду. Знаю. Я видел тела. Это были мои друзья. Сегодня к сыну доктор приехал. Сейчас к жене доктор. Не выдавай меня жителям острова. Это останется между нами. Осталось. Людям не обязательно знать, кто привез медведя. Милосердный Мистий. Такая же редкость, как этот зверь. Держи. Это твое. Хайре, и постарайся не попасться жителям острова. Уру-ту-ту. Пусть делают, я от них ничего хорошего не жду. Не, ну почему? Можно Диаблу пройти. Только пройти, вот именно пройти сюжет, не более того. И опять это фарм ради фарма. У меня самого вот здесь вот стоит. Мих, серьезно. Хотя, по сути, я здесь как бы по большому счету фармлю. Но тут какой фарм? Ты тут задание вроде как выполняешь.
Вот. А так как бы самому уже тошнит эта фигня. В Diablo фарм, блин, там казино, там что-то еще. Киберспорт, ё-моё. Так, давай дальше. Ведьмачка-то прошел? Да, прошел. Mass Effect прошел. Bioshock можешь пройти, Мишань. Dead Space пройти. Неплохие игры. Хотя, на самом деле, уже в Биошоке ни черта не помню. Помню, что мы там спасали девочку что-то там. Это он был сам из прошлого. То есть мы играли в настоящем, а это он сам был из будущего. Что там такой сюжет замудренный. Хоть игры не первой свежести, но... Ну, первую Mass Effect прошел. А дальше, ты чё? Дальше там у тебя герои главного воскресят. О, святилище Геракла. Что-то новое. Биошок только последнюю часть и прошел. Инфинити, да? Не, я все прошел. А Disciple 2 нет желания поиграть? Там вроде есть какой-то такой патчик, что можно во весь экран его расширить. Я как-то последний раз ставил. Хотя, главное, я проходил на этом мониторе 1200 на 1000 точек. И стримил на нем, пока проходил. А потом уже разобрался, как патч использовать. Чтобы весь экран был на основном мониторе. Ну, любопытно. Я сам иногда геройчиков поиграю, посмотрю это Вудыша на Твиче. Смотреть вообще там нефига. Он Вудыша или как? Вудыш. Вот его гляну и пошел тоже в геройчиков рубать. Так, ну а что тут святилище Геракла? Что я тут должен найти? Да я пока думаю пройти Дом Праха, Mass Effect 2 часть начать. Думай. Да где тут? Подожди. И форточку с Total War осваивать. Вот Total War, надо бы на него желание и время. По большей части. Именно Warhammer. С первого прям начать и все компании от и до бахать. За каждую расу причем. Да, это было бы прям шикардос. Я сейчас себя тоже, честно говоря, что-то озадачил многим. Ассасин пройти, Far Cry думал пройти. Он здесь! Потом Мафия пройти. Хотя Мафию-то мне только первую часть купить, ремастер. Опа. Из онлайн-игр только ходс и картонки. Из онлайн-игр ход с картонки? Не, я пока не знаю. Я все этот Рактав жду. Рогалик, который разраб прислал, а дата выхода пока неизвестна. Он что, 26 ноября вроде было, потом убрали 26 ноября, видимо, перенесли.
И этот меч короля Артура тоже. Вроде до выхода есть. Прикольная игрушка, пошаговая, а русского нет языка. Я 3 часть мафию не могу добить. Третью часть мафии. Эх, я еще даже не начинал. Из онлайна. Какие из онлайн проекта? Ты имеешь в виду то, что вместе поиграть? Да что-то мы как-то с тобой даже пострелять не можем вместе. Нет, просто хочется в кооп или шутаны с кем-то поиграть. Мишка, надо просто какую-то игру подобрать. Только не Apex с Fortnite. Блин, упаси боже, эти королевские битвы вместе с Warzone вместе взятые. Прям все в одно место их. Не лежит у меня душа к ним. Left 4 Dead 3 только если ожидать. Первый, второй же обыгрались. Третий Left 4 Dead. Хотя, опять же, там концепция будет понятна всем. Туннельные, по туннелю идешь и бьешь боссов, проходишь. Потому что аналог Left 4 Dead что-то не аналог вышла игра. Брат засел в доту, а другие знакомые. Один в Valorant играет, приглашает, но он играет с платиной. Valorant. Не, я в него не играл, но... Другие то ДБД, а догонялка мне не заходит. Убейте вожака. Стоп, а это где он? Ага. Опа. Хрена себе. В Майнкрафте вроде вернулся один знакомый, но он опять качает. Ух ты! В Warcraft вроде вернулся один знакомый, но он опять персов качает. Да блин, что-то какая-то прям это... Вот игры как бы мы перечисляем, да, там, ну, вроде как бы играем, но по сути-то, блин, какие-то все однообразие, только в разных оберках. ДБД, Apex, Valorant и все вот с этим связано. Посидел, почилил, что-то побомбил и все. Может, меня уже приела вся эта казино-мазино. Да, я говорю, я что-то тоже, блин, думал отдыхать и думал не стримить, потом, а что не стримить, лучше посидеть. Подписался, понравился стример, прям как ты, только поменьше аудитории у него. Да, это хорошо, это хорошо. Если вызывает симпатии какой-либо человек, ну, стримера я имею в виду, это хорошо. Чё не поддержать бы, да? А вы кто, мужики? А вы кто есть-то? А, вы пленника держите, да? Что-то он им сделал. Беги давай. Я у тебя в неоплатном долгу.
Так, что там у нас за шахта и яхта? Ты помнишь эту, Мишанька, игру? Вот, кстати, по поводу сетевой. На Tom Clancy The Division похоже будет. Как она? Дебефоны, что-то там. Надо посмотреть. Она должна, по идее-то, выйти в этом году. Вот еще онлайн-проект. Left 4 Dead онлайн-проект. Я все хочу Ассасина тоже добить к выходу, который будет, по-моему, в 23-м году или в этом году осенью. Посмотрел, что выходит Horizon No 6, тратить на игру, которая меня не вдохновляет. Да какой нафиг 6К? Тут 2К-то, блин, скрипя зубами отдаешь. 6К. Не, ну, каждому свое. Безусловно. Да. Застряла. Кто-то и отдает и 6К, и не парится, и 7К. Ну... Я жду онлайн про вампиров Bloodhunt, но королевская битва. Про вампиров королевская битва. Опять видишь, королевская битва. Так. Шведы допиливают и весной в ранний доступ запустят. Bloodhunt. А сейчас какая-то есть, по-моему, игра наподобие что-то Hunt. Так. А вот у нас дракон. Это не то. Ну а что еще выпускают? Сессианки, их тяжело поддерживать. Я, кстати, думал как-то, знаешь, еще в линейку вернуться. Взять какой-нибудь сервер свеженький. Всего к лунному году выпустили 2 скина. В Греции Делос, в восточном склоне Кинфа и захваченный дом. Ты найдешь меня под большим стогом сена. Да, Overwatch такой же, как и Ходс. Все, орут там онлайн, народ есть. Нифига там нету никого. Одни и те же бегают, блин, аккаунты качают. Одну муть пускают по интернету. У нас онлайн, у нас там народу. Ага. Плавал там. Это, в линейку думал вернуться. Ну, там тоже народу немного. Я думал, как и в Ходсе. Ой, в Ходсе, как и в этом. В Варкрафте, ну, наверное, даже поменьше. Вот, но терзает сомнение меня. Я чисто так и из... Поиграл Dying Line 2, но с кем-нибудь. Dying 2. Вот, и я так сейчас по поводу линяги. Я так думаю, что... Попроси ключ, вдруг дадут 4 февраля выйдет. В Варкрафте трындец, вот мне лично, я не знаю, как кому, я свою точку зрения скажу, мне вообще не интересно смотреть вот стрим Варкрафта. И я такой думал тоже про линейку. Линяга ведь тоже, по сути, это моба игра, и будут относительно так же смотреть. Хотя там есть, по-моему, какие-то эти стримеры, там Чиф, еще какой-то там ребята, которые делают контент. Вроде они набирают, у них каналы побольше, они набирают в целом просмотра. Как-то, ну, короче, сомнение, что по просмотрам, что вообще зайдет игра. Потому что ностальгия, вот как у вас в Варкрафте. Хочется, а потом ты месяц просидишь и подумаешь, блин, нафиг я сюда пришел, тут без денег делать нечего. А ведь она такая и есть. По большому счету. Ну и ММОРПГ нужно помогать подписчикам. Не, ну ты играешь, ты делаешь себе, ты обязательно должен себе эту сделать, как его, КП. Там 7-9 человек обязательно у тебя должно быть в сборе. Играть куда-нибудь, и то много обидеться и уйду.
Да, да, да. Обязательно на босса, не на босса. Вот там, Мих, там то же самое. Там, если зайти на какой-нибудь босса, если у тебя оружие, там, к примеру, не 300, ну, как раньше было, сейчас не знаю, не 300 атрибута, типа защита от... Атрибут защиты — это в основном ПВП, а вот на босс, чтобы у тебя был атрибут в оружии, там, земля 300, или там огонь 300, или хотя бы 270, там, 250, это обязаловка. А иначе ты как саппортист будешь там без... Капитан покинул мостик! Ненужный, короче. За тебя никто на дамаг не нанесет. И поэтому людей придется, допустим, если ты собираешь, скажем так, отшивать, если у них нету оружия хорошего. Да нет, там нет веселья. Сначала ты веселишься, блин, первые 12 часов, потом ты понимаешь, что тебе надо вкачать там фиг знает сколько уровней. У тебя веселье сразу пропадет, я тебя уверяю. Ой, мы ММОРПГ стримить на веселье или вообще никак. Вот. Ну, конкретно как каких-нибудь боссов стримить, это классно. Каким-нибудь осады ты не простримишь вообще. У тебя, не знаю. Ну, сейчас, хотя у нас 21 век на дворе, типа того, что, может быть, и потащит комп. Раньше это было невозможно сделать. Ну, что, будем так рубить? По поводу ключика, Миш, я не знаю, мне что-то не дают ключики в последнее время. Типа просмотров нету, что ли. Либо мало. Атланта. Мне последний ключик присылали. Это сферу, говорит. Хотите сферу по стриме? Сферу, понимаешь? В стиме сферу. Ты если бы видел эту сферу, я не знаю, что там стримить. Это культист. Кто платформа? Яндекс.Дзен. Они не смотрят это. Они смотрят на Ютубе. Потому что, ну, я не знаю почему. Свобода! Спасибо! Типа в Дзене, да, в Дзене просмотры там набирают, стримы там нормально, там по 11 тысяч, по 7 тысяч. Они смотрят YouTube.
Эти написали, как оно, римляне, или как они? Помнишь, игра Рим? Я им написал, они говорят, вы неправильно пишете, что-то не сюда надо писать, пишите туда, я пишу туда, они говорят, у вас должна быть почта, короче, как она почта, доменная почта, а я ее не оплачиваю, эту доменную почту. Там можно на Яндексе ее сделать и в Гугле сделать. Я у тебя в долгу. Ну, что-то как-то так, в общем. У Гугла она, по-моему, там $10 в месяц стоит, если я не ошибаюсь. Я ей пользоваться-то не пользуюсь никогда этой доменной почтой. Типа, если она понадобится использовать, но ради одной игры, блин, $10 ты будешь платить ежемесячно, чтобы доменную почту. Может быть и стоит. Короче, я не знаю, Мишань. Знал бы, давно бы уже, наверное, что-то было по-другому. А что за доменная почта? Ну как она? Может, я неправильно говорю, не доменная, но на домене ты ее делаешь, почту. Если у тебя есть там сайт или еще что-то, ты делаешь домен и на этом почту. Типа, допустим, не как у меня там gmail.com, а там по-другому она выглядит. Она больше под бизнес, что ли, подходит, вот так вот. Что-то корабль. А, мы же с вами взяли, друзья. А кого мы взяли? Одесса была с нами. Мощность при использовании копий, появление слабых мест. 45% ячеек силы огня восстанавливается после раскалывания. Кого-то я тут прицепил. Разбойники для команды, тему. Многие уходят в море, спасаясь от правосудия. Там они могут оставаться в тени, найти товарищей среди себе подобных или продолжить творить беззаконие, занимаясь пиратством. У меня тут ассасины-мужчины, Меджая, люди-дельца, ассасины-женщины, освобожденные, разбойница, спартанцы. Давай спартанцев. Они все равно это только тема, да? Тут табличку нужна. Соратники не влияют. Так, это все тапочки. Так, по доспехам я что-то тут нашел. У нас, давай посмотрим, убийца, к адреналину за внезапный убийца, крита, да? Мощность стихии это я сам вкачал. Воин-охотника это нам не нужно. Я в конце выбил самых топовых. Агамемнона, во, ну. 100 к урону горения. Не, мне не нравится этот. Так, это, культиста точно мы нашли. Змеиный лук. Булава и копье. О, 20 крита уже, 20-ки пошли, да? Воины к адреналину за удар. Эпическое копье. На меня тут грифона, я все орал, грифона. Сейчас у меня будут грифона. И в итоге я с этим грифоном, да, я также с копьем не буду бегать. Что тут у меня светится-то? Кинфа есть захваченный дом. Склоне. На восточном склоне холмов Кинфа есть захваченный дом. О!
10% шанс крита при полном здоровье, 16 урона спартанским солдатам. Вот если бы заменить урон спартанским солдатам, да, и поставить какой-нибудь, к примеру, другой. А можно, кстати, это сделать же? Никто не знает. Я тоже не знаю. И по культистам еще я забыл. Подсказку о культе можно найти в бухте берега Стервятники в Ахее. О, тут, считаю, уже полный раздобыли. А, Атика. В шахте Атика. А тут мы убили. Это на Атике. Так, куда мы теперь-то с вами направимся? Ну, я за сегодня за стрим здесь не все прям досконально, но по большей части тут крепость я не стал зачищать. Здесь льва убили. Там медведя завалили. Ну, более или менее, короче, мы обошли с вами. Дом, милый дом. Можем выполнить. Немейский лев еще. Демосфен. Смирин в Гефионе. Короче, с матерью должны поговорить в Гефионе. Тут еще квесты. А где у нас сам Гефион? Македония. О. Завтра к часу стрим. Завтра, да, я не знаю, где-то так, Миш, где-то так. Я там изменяю иногда это расписание. Ну, сегодня, по идее, должен быть завтрашний стрим, и поменял. Завтра настроил еще один. Приблизительно, да. Опять же, сейчас врач уйдет. Посмотрим, что там надо. Так, подожди-ка. Арена находится на северном побережье Певки. Она в бухте пиратов к востоку от приюта воина. Немейского льва. Мир и персонажи. А где у нас немейский лев? Так, стоп. Вот, поэтому... Когда пойдет полоса удачи у меня? Да всем надо удачи. Немножечко и прям не помешает. У нее ответ, конечно, у этого шара. Ну, правильно, потому что я составлял. В Арголиде. Что я, блин, ползаю? Вот он, Арголид этот. В центре части воронок Геракла. Ну, шар, как всегда. Воронка Геракла, вот она. Быстрое перемещение не могу. Все правильно. Более позитивные добавь. Да, там, понимаешь, там ограничено. Надпись на стене. А это что еще? Мраморный залив. Ох, а я тут еще не был. Судьба. Тут вы представляете? Наксос. Более позитивно. Какие ты позитивные добавишь? Ну вот. Какие-то надо, не знаю, как-то нейтральные, что ли, ответы. Обычно спрашивают Шара, когда? Шара, почему? Шара, зачем? А будет ли?
Ну, вот, в основном такие вот спрашивают. Поверь, все будет у тебя, да? Один ответ сделать. Все будет хорошо. Ты лучше знай это. Ну так что ли? Позитивное. Я даже помню, к теще приходила, говорит, теща, что может такое? Царь зверей. Мы с тещей сидели, думали. Нифига не придумали. Царь зверей. Баранов-то сколько? Да не буду я вас трогать. Немейский лев. Ответ тоже не вариант. Да, конечно, конечно. Так, ладно, ребят. У меня уже, честно говоря, тихо шифером шерша, крыша едет не спеша. Вот, надо немножко пойти, наверное, отдохнуть. Сегодня у нас прям нормально. Нормально посидели, почилили на выходной денек. Вот, встретимся, наверное, завтра. Да, рассчитываю где-то к часу. Что у нас там по стриму? 4:46. Нормально, я так и рассчитывал на часиков 5 сегодня затянуться. Вот, завтра продолжим уже с немейского льва убивать. Вот, и дальше что-то выполнять. Спасибо за стрим. Спасибо вам, что приходили, Мишань. Спасибо вам большое за поддержку, за общение. Вот, давайте, всем удачи, добра, не болейте. С вами был Михаил. Иду тоже поиграю во что-нибудь. Давай, удачи вам, ребят. Удачи в играх, в делах.